Здоров, здоров, ребят. Ну что, мы продолжаем сегодня проходить РДР 2. Ну давайте сразу с места в карьер будем проходить дальше миссии, дальше побочные какие-то миссии. Ну, в общем, посмотрим, что как. Ну, пропускать не будем. Все любые активности, наше все. Привет. Привет, привет. Так, ну и поехали. Что у нас там по карте, по заданию еще глянем. Значит, у нас за Мику тут есть какая-то сюжетка. Мне вот это вот не нравится, то что тут карта наполовину красная. Меня ищет, но откупиться я не могу, к сожалению. Угу. Ну, короче говоря, у нас сюжетные одни задания остались. Это получается у нас здесь за индейцев. Тут Мика, а тут баба, забыл как ее. Сэдди Адлер. Ну и в принципе все. Ладно, давай тогда, раз уж мы возле Мики недалеко, мы к нему как раз и пойдем. Поехали. Чуть чуваков не впилился. Можно было даже подсрезать маленько. Так, ну, лошадь накормлена. Артусик вроде не голодный. А что за дом такой? Все заколочено. Ну, давай. Давай, глянем. Знакомые личности, кстати сказать. Ну, давай. Вот он, старый чехоточник Морган. Заткнись. За тобой никто не шел? Не понял. За тобой никто не шел. Ты знаешь, с кем разговариваешь? Не совсем. Я больше ни в чем не уверен. Я и знаю, что ты куда бы ни пошел, там оказываются законники. Да неужели? А вот мне кажется, что с тех пор, как ты с нами, нас преследует неудача. Постоянно что-то затеваешь, нашептываешь, дачу всякое. Сдается мне, что где-то ты там и Пинклертоны. Ну и наоборот. Так что лучше следи за своим чертовым языком, приятель. Он опять кровью кашляет. Мне вот тоже сдается то, что Мика, я точно не помню вот этот момент, но, по-моему, насколько я помню, Мика, мне кажется, все-таки сам, Мика сдает законникам нашу всю шайку-лейку. Ну, давай уточним. А еще подорвешь себе здоровье с такими темпами. Он сам начал. Дач хочет, чтобы мы придумали, как отвлечь внимание ищеек. Нужна взрывчатка, чтобы подорвать мост. Это на несколько дней берет отсюда военных. Мне кажется, что это чертовски плохая идея. Не думаю, что Дач сильно заботит, что тебе кажется. Это я знаю. Надо еще раз одурачить их напоследок. Потом мы с ним двинем в Блэквотер. Заберем деньги и поможем всем уехать. У него корабль наготове. С Блэквотером ничего не выйдет, я это знаю. Даже такой алчный болван, как ты. Это решение Дачи, Артур. Ты всего лишь хороший стрелок, как и мы все. Только вот ты прихворнул. Я в порядке. Тогда ты сделаешь то, что Дач просит. То есть ограбишь дилижанс, который едет из Аннесберга, в котором полно взрывчатки. Ограбить дилижанс. Мы только и делаем, что грабим дилижансы, ты да я. В этот раз вы вдвоем, а мне надо кое-что продумать. Вы справитесь, парни. Придется так. Идем, Артур. Кати, пастушок. А, кстати, пастушок, не напрягайся. Тебе бы не помешало отдохнуть. Мика сидит, короче, его подкалывает. Сам, значит, за работу не хочет приниматься. Все-таки за Биллом. Ну, окей. Ну, все предельно просто, надо... Мика сказал, что мы нападем, когда он проедет Ван Хорн. Так что теперь он тебе приказывает. Мне приказывает Дач, как и раньше. Эти двое совсем с катушек съезжают. Ну вот и я что. Ты ведь слышал, что Дач убить Корнелла? Как так надо было? Эй, погоди-ка, там агенты Пинкертона. Угу. Думаю, все чисто, уходим. Ну мы сейчас опять по-любому под замес попадем. Надо прямо сейчас. Пинкертоны нам в затылок дышат. Знаешь, я начинаю думать, что ты совсем размяк, Морган. Ну хрен знает, я в седле сижу вроде уверенней, чем этот чувак.
Но у него, кстати, и лошадь какая-то грузовая. Хорошо, давай подождем здесь. Сейчас опять придется, наверное... Вся миссия — это убить весь город. Так, повозка будет ехать с той стороны из Аннерсберга. Угу. Остановить мы ее можем только вдвоем, иначе ничего не выйдет. Вот я подумал, что ты изобразишь покойника. А я разберусь с ними. Нет. Как стрелок я лучше тебя, а ты? Ты гораздо лучше меня как актер. Нет, ты изобразишь мертвого, а я тебя прикрою. Понял? Я понял. Кажется, они едут. Я устрою славное представление. Займите позицию для нападения из засады. Ну, я примерно эту миссию помню. Надо сейчас будет очень много стрелять из винтовки. Так, где у нас актер? Блин, а там народу-то прилично. Сейчас все полетят. Угу, вот он. Эрик, оттащи его, быстрее. Я думаю, может кучера первого завалить. Ну и место, ну и люди. Скорее, идиот, скорее. Ладно, давай. Так, давай, кучера первого. Ну, я вроде как попал, но, правда, кучер у нас не помер. Ну, а что они не подыхают? Главное, шапки не сбиваешь, а в голову ни хера. Ощущение, то, что у них эти... цилиндр на головах. Он еще жив. Теперь нет. Кто его убил, интересно? Так, ну еще, в принципе. Давай, Артур, скорее, надо уводить взрывчатку. Ну, давай, давай, за взрывчаткой. Как-то мы быстренько всех расстреляли. В прошлый раз, по-моему, я дольше всех убивал. Ну ладно. Мне же лучше. Садитесь в фургон. Ладно, посмотрим, получится ли у нас доехать до лагеря и не взорваться по дороге. Хорошо стреляешь. Хорошо прикидываешься пьяным. Блин, лошадь мне не позвать. Ладно, я бы потом пропустил стаканчик. Когда что-нибудь да случается, правда? Ну вот, и замес. Черт, Артур, разберись с ними. Блин, вот. Ненавижу во время езды стрелять. Так, давай оружие поменяем. Что-то как-то это все... Главное, лошадь не попасть. Лошадь — это минус карма. Я лошадь завалил, походу. Давай, давай. Чего? Кто-то долбанул за взрывчатку? Не, ну неплохо, в принципе. В принципе, неплохо получалось. Надо чуть-чуть поточнее стрелять. Но, блин, когда тебя вот так вот мотыляет в разные стороны, довольно-таки сложно сделать. Вот ненавижу во время езды стрелять. Самая вот такая хрень. Так, давай, наверное, болтовой винтовочкой попользуемся. Лошадь хреново не позвать свою. Давай, подходи по одному. Вот, болтовая винтовка хоть и 5 зарядов, но зато она пошустрее убивает. Не надо по 10 патронов засандоливать в них. Так, далековато, ребята. О.
Опять шапку сбил, но не замочил. Блять. Может, что-нибудь поскорострельнее? Ну, поубойнее, чтоб сила была. Многовато времени теряю. Ну, да. Многовато времени на перезарядку теряю. Всего по 5 патронов. Бойная эта сила у нее хорошая, но, блин, по 5 патронов ты заряжаешься, они в тебя постоянно палят. Приготовились. Давай, давай, давай. Да, блядь, вот не попасть, а ты смотри. 11 минут лишних проспай. Ну ничего, зато выспался. Блять. Вы серьезно? Ну давай со стволами попробуем. Что-то какая-то фигня очень. Блять, езда и стрелять. Это одновременно. Вот это хуевое дело. Мотыляет сильно. Давай, короче, с двумя пушками. Вторая пушка, да, на месте. Ну окей, окей, давай попробуем еще раз. Давай, быстрее перезаряжаемся. Между волнами надо как-то делать. Ну и что, есть еще кто? Где? Угу. Давай, 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 быстрее заряжайся. Такое себе, конечно, убегать от погони, когда тебя стреляют, а у тебя динамита тут полный вырыв. Полный дилижанс. Блять. Ну чё, кто попал? Когда-то в тебя может 50 патронов поместиться, но чисто вот в туловку твою, а когда-то и с одного. Ну окей, окей, давай. Давай, 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 давай. Сейчас мы сделаем эту пару. Хуёво-то, что прямо с самого начала. Может, Тоника бахнуть. В принципе, сколько раз я уже по лошадям не попал, арма не отбавляется. Если динамит выпадет из ящика, то может взорваться при попадании. Я вот ничего не выбрасываю.
Чувака вообще случайно завалил. Ну вот тут вот самый замес такой. Да он, блядь, и заряжает по 2 патрона. Блядь, ну, чуть-чуть не успел. Надо еще вовремя, короче, хилки пить. Валят они. Let's see if we can get this back to camp without blowing ourselves up. Nice shooting back there. Nice drunk playing. Comes naturally. I could use a drink after that. Yeah, I know. Just never goes easy no more, does it? Oh, shit! Deal with them, Arthur! Okay, I'm trying. Quit! They get off one good shot and they'll blow us both to Kingdom Come. I thought there was no law in Van. Плохо. Does that really matter right now, Bill? Damn it! You need to take them out, Arthur! Jameson, mind your company. God damn it! Still more behind us! Блять, повороты, всякая херня, блядь. Arthur, before they blow us Неровности up. дороги. Как колбасит во все стороны просто. I'm all right, Arthur. Oh, shit. They're aiming for the dynamite. Блять, а 2 патрона в чувака всадил, а другой упал с первого выстрела. We need to deal with this. We're leading them right back to camp. Да блять. То в тебя попадает, то в эту... в дилижанс в этот сраный. Может кидать, блин, эти, на самом деле, динамит? Я что-то не заметил, там есть какая-то кнопка насчет динамита? Типа, All right. Let's see if бочку we can get динамита this back to camp сбрасываешь, without blowing ourselves up. стреляешь в нее, толпа подыхает. Nice shooting back there. Ну хер знает. Playing. Comes naturally. Просто тут отстреливаться надо, еще и диалог идет, и надо за всем следить, короче. Just never goes И easy. за хилами, и за патронами. Oh, shit. Deal with them, Arthur. Okay, I'm trying. Quit. They get off one good shot and they'll blow us both to Kingdom Come. I thought there was no law in Van. Блять, а у них шапки летают, Does that really matter right now, Bill? и ты только в них не попадаешь. Yeah. They're aiming for the dynamite. Да ёб твою мать. All right, let's see if we can get this back to camp without... Короче, надо тоник какой посмотреть. Я вот что думаю. Кстати, у меня еще замедление времени есть. Да, вот давай, наверное, пожалуй, вот такого тоненького мы бахнем. Nice shooting back there. Чтобы вообще было похеру все. Comes naturally. Похую вообще, что было. I could use a drink after that. Yeah, I know. Just never goes easy no more. Does it? Oh, shit! Deal with them, Arthur! Okay, I'm trying. Quit! They get off one good shot and they'll blow us both to Kingdom. Пиздец, по 10 патронов в них вылезает. Ну вот так. Давай, 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 давай. Ну, уже чуть лучше. Oh, there was no law in Van Horn. Does that really matter right now, Bill? Так, вторая волна. God damn it! Still more behind us.
мы, короче, основную толпу дождемся. Тот еще не подох. Там еще один. Теперь норм. Еще будет? Да, еще. We're leading them right back to camp. What do you think I'm doing? Так-то все не серьезно прилетает, у них ружья. А я со стволов ухвачу. Okay. Ладно, я больше никого не вижу. All right. Так. Oh, that was close. Ох, это было опасно. Don't reckon Да. I'm Сдается мне, я не был рожден, чтобы водить повозки с динамитом. Killing a bunch of folks. Убили кучу народа, чтобы украсть динамит и взорвать мост. Does make any sense? Ты видишь в этом какой-нибудь смысл? Смотри, там Мика. Great. Здорово! Whoa. So, Ну что, он у вас? we got it. Он у нас. Yes. Да, we он у got нас. it. What's wrong, В Arthur? чем дело, Артур? Oh, Ни в чем, босс. John, go drive Джон, this over отгони to фургон к Marcus мосту Bridge. Бахус. Get it hidden near there. Спрячься там. Really does think he's Он честен. Главное, иди вперед. I need to speak with Мне Arthur. нужно поговорить с Good Артуром. work, son. Отличная работа, сынок. what's going on? Что происходит? Listen, Послушай, I know we ain't мы с тобой не always всегда ладили. and, you find me Я irritating. тебя раздражаю, ты мне не доверяешь. And I like А я to люблю know нарочно тебя бесить. right now Но прямо I сейчас need мне нужно, better чтобы ты постарался. Arthur. Okay, Micah. Хорошо, Мика, как скажешь. Артур, я не такой мерзавец, как ты думаешь. But I am Но a survivor. выживать я умею. Stick with me and Держись you'll меня, live. тогда не The пропадешь. bridge is probably Да, мост — это работа для двоих. Probably go Так что help иди, Marcus. помоги Марстону. Like I А почему не said, ты? Я же Dutch and I сказал, got нам с plans Дачем нужно кое-что for the обдумать. trip. There's a Про поезд. big Общая picture картина here, масштабнее, Артур. Trust me. Поверь мне. Главное, ты, говорит, сделай, пойди за нас работу, там тудым-сюдым, а мы, как два начальника, все решим. И тебя наши планы не касаются. Вот так вот. Мутят они, что-то мутят. Мутят. Так. Ну и в принципе, что? Давай тогда к индейцам пойдем. Чесать до них не ближний свет, ну а что делать? И нужно еще. Да, надо, короче, как-то комплексно жрануть. Давай вот, наверное, из продуктов мы что-то выберем. Ну, вот так, допустим. МР.Тостер. На одного раба два прораба. Да, как обычно. Ты, говорит, сходи, сделай. А мы пока все обдумаем. Деловые, короче. Так, надо еще что-нибудь на Dead Eye сожрать. Ну, наверное, как-то так. Блин, ладно, идет. Хватит мне этого. Короче, ой, бля. Лошадка. Воскресить, заебись, а лошадь тебе. You're gonna be okay. Короче, ездим по дорогам, я вот что думал. Okay then. Пока лошадь жива. Пиздует этот ландшафт, короче. Я чуть без лошади только что не остался. Давай что-нибудь ее хоть покормим. Узнать об этой. Извините. Вот типа того. Лошадь, да. Oh, I'm sorry, girl.
Будем кормить, пока не отойдет. You done good, girl. Угу. Ну и все. Норм. Who is that? Хреновая была бы тема лошадь потерять в самом начале игры, ой, в конце игры. Другую уже воспитывать поздно. Hi, Arthur. Там хай. Все, погнали. Пердолить не ближний свет. Но, так как лошадь заряжена, поедем по-быстрому. Что там у нас, кстати, по карме? Максималка. Да ты задолбала, вот что за хрень-то? Корявая обезьяна. Падает, блядь, на ровном месте просто. Сука, ебаные горы. Это пиздец. Она просто за какой-то камень спотыкается и все, и пиздает. Она летит сразу. Кто там? Какие-то животные рядом. Валить. Все, по идее, мы эту красную зону покинули. Вроде никто пока за ней не должен предъявлять мне ничего. Кстати, а мы какой-нибудь город будем объезжать? Ну-ка, давай, глянем. Нет, не будем. Ну, я бы заехал за продуктами и... Так, волки, валим. Я заехал бы за продуктами, да за патронами. Маленько там их потратил уже. В универсам бы надо смотаться. Кто-то там появился у нас. Не та ли это баба, которую я не так давно крутил? Что-то местное знакомое. Эй, вы! Can you help? Вы мне поможете? А, вон он где. Кто такой? Can you help me, mister? Мистер, вы мне поможете? Что случилось? Goddamn horse got Проклятый skunked конь and run испугался и off. сбежал. Вы целы? По крайней мере, ничего опасного. Took my damn leg. Но он, черт подери, забрал мою ногу. Сочувствую. Went that way, I Кажется, think. он ускакал туда. His name's Его Buell. зовут Бьюэлл. Buell? Бьюэлл? Prick named Из-за урода по имени Buell. Бьюэлл я уже второй раз лишился ноги. Buell was my general. Бьюэлл был моим генералом, когда я потерял ногу. Ну ладно. В общем, если вы видите коня злого как черт, With my wooden у leg. которого будет моя деревянная нога, я бы вам бы был очень благодарен. Буду иметь это в виду. Ну так, давай чисто. Смотрите окрестности, найдите Бьюэлла. Лошадка. Вон. Лошадка. Ёжик. Так, давай на карты. Ну это как почти как приручить лошадь придется. По-моему, надо Джиг спамить, чтобы она не бесилась. Если она удерет, то она удерет в горы куда-нибудь. Стопудово. Easy does it, eh? You better calm you down. Whoa. Whoa now, easy. Easy there. Easy. Ну, тебе и стелс. Так.
Все. Okay, boy. Вести. Что там, кстати, за лошадь-то у меня? Now, come on, Dan. Let's get to Голландская полукровка. Не знаю, но явно по статам моей лошадь не дотягивает. У меня типа максимальная. Он там, где ты его бросил. Can't go far with that. Далеко не уйдешь с ногой к стремени. Can't go bucking him. Нельзя его так сбрасывать. You better be good. Веди себя смирно, понял? I get the notion he's У меня такое чувство, что его не стоит злить. no matter how. Даже если ты большой и сильный. Артур, тебя лошадь не понимает вообще. Надеюсь, я не пизданусь. Уж больно, подъем крутой. Ну нет, смотри-ка. А мы можем как-то побыстрее идти? Нет. Да потихонечку пойдем к деду. Время ураганного геймплея. We ain't far now. Nothing gonna spook you here. Come on. You're not so nasty. А вон он, зайти. За вторым камнем. I found him. Я его нашел. You're a good man. Вы хороший человек. Mr. Вас зовут Arthur. Артур. You're right. Вы правы, он настоящий зверюга. Hamish Sinclair. Эмиш Yeah, Синклер. he's a great horse. Великолепный конь. When the devil Но иногда в него вселяется дьявол. Слушайте, может подарить мне одну эту ногу? И заодно пните ей старину Бьюла за меня, ладно? Я шучу. Thank you. Спасибо. Warren, but a snake. Я просто напугала змея. You're a real gentleman. Вы настоящий джентльмен. Иногда возможно. Как вы потеряли ногу? Oh, in the war. О, на войне. Cannonball. Ногу оторвало пушечным ядром. Рана была чистая, сильной боли не было и гангрена не началась. Young boy, А парнишку, который пошел в бой вместе со мной, разорвало на части. Так что, в общем, у меня все неплохо. I guess. Да, пожалуй. So, А как деревянная нога? it's okay. Ну, неплохая. I can still Я могу охотиться, рыбачить, fish. Enjoy the outside. наслаждаться природой. Weren't sent too crazy Она не by сильно it. мне мешает. Anyway, Ладно, в общем, заплатить мне вам особо нечем. you know, Да бросьте, that's okay. все хорошо. You like fishing? Вы любите рыбалку? Можем сходить как-нибудь, я знаю неплохие места. Рыбак из меня так себе. Yeah, well, I'm great. Но я и рыбак отличный, так что у нас все будет прекрасно. My cabin is Моя хижина вон там, на другом берегу Крикс-Ран. Спасибо еще раз, если вы меня сбросишь, тупица, я всажу в тебя пулю. I'll see you again. До встречи. Короче, нашли рыбака. Рыбак рыбака находит издалека. Спасибо, но как-то рыбалка меня не особо интересует. Еще появились сюжетные миссии. Что-то там хрустнуло. Слушай, сбунтовалась маленько. Там кто-то ревет где-то неподалеку. Ощущение то, что или это лось, или мишка ходит. Не знаю. Так, тихо, 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 аккуратненько. Аккуратненько. Поебаться еще не хватало. По-моему, вот туда нам вниз, где огни горят. Yep. Но тут напрямки никак. Лошадь может свалиться просто. А любой камень она запнется и кубарем покатим все вместе.
в Новом Ганновере. За меня награда 35 баксов. Когда это я успел? Видимо, за ограбленный дилижанс. Ладно, в городе буду. Надо будет откупиться и в магаз сходить. Таков путь. Этот чувак странный ночью идет. Совсем не торопится. Бля, че еще долго пердолить? Вопите. Ну да, мы на месте. Кажется. Но это явно индийская резервация, куда мне и надо. В каком-то надо вигваме, короче, найти индейцев. Вот тут? Нет, не тут. Будово надо найти самый красивый вигвам. Больно детально прорисовано. Вот тут. Давай. Hello? Здравствуйте. Come in. Заходите. Тут накурено у них. Кумар выпускает щель там, я не знаю, с полчеловека ростом. Вы плохо выглядите. I'm not. Да, я... I think I'm dying. Кажется, я умираю. And I hope you find Когда я надеюсь, что вы обретете покой. Я ничего не знаю про покой. apparently not. Очевидно. Did you have fun? Вы интересно провели время с моим сыном, безудержным принцем. I believe you went on a Вы, raid. кажется, устроили налет вместе с ним. Мне жаль. I'm sorry. I suppose I'd like Вероятно, я не настолько величествен, как настоящие короли. I don't. Я мало знаком с королями. Colonel Favors. Полковник Фейворс уже отчасти отомстил за этот налет. Его люди напали на двух женщин. Very sorry. Мне очень about жаль. all of this. Да, иногда правильный путь – путь храбреца. The bravest path is the least obvious. Не очевиден и заключается в том, чтобы делать добро. Я сильно разочаровал своего Your сына. son seems to Ваш want. сын, похоже, хочет войны. Son, Мой сын считает, что смерть приносит славу. Maybe he's right Возможно, он прав. for me. Однако я I saw так часто видел, как глупцы бездумно обрекали других на славную смерть, I never could equate it. что она никогда не казалась мне победой. Glory has come in Славу ты service, обретаешь, когда служишь людям. maybe. Может, да, может и нет. Не знаю. I've killed a lot of people Я многих убил for a whole lot of по dumb разным reasons. дурацким причинам, и иногда не считал это славным делом. Your friend, Mr. Ваш Van, друг мистер Вандерлинда говорит много. I don't know him. Я не знаю его, но мой сын легко поддается влиянию. I'm not sure I Не уверен, что понимаю, о чем вы. Perhaps we Может, could go съездим в for a одно ride. место? I'm an old man. Я старик. My whole life Всю жизнь я I've tried to старался bring добиться peace, мира. Но мне сейчас не особо хорошо. then maybe you can take Тогда, pity возможно, on вы my plight, посочувствуете мне. Прошу вас, это не займет много времени. and maybe I can help А я, you может with быть, that помогу вам облегчить кашель. Сэр, Glad I caught you, sir. я рад, что догнал вас, сэр. Капитан cough. I Монро. know my friend, Вы Mr. знакомы с моим другом, Ну, мистером Морганом? Никак нет, сэр, не доводилось. Артур Морган. Это честь для меня, сэр. Чем могу помочь, I капитан? was just in Saint Denis. Я только что из Сен-Дени. Говорил с мэром. It's not good news, I'm Боюсь, afraid. что у меня плохие May I новости. ride with you for Я не могу составить вам компанию? Конечно. Follow me.
Следуйте за мной. Бля, эти индийцы бы хотя бы между собой это определились просто. Один говорит, давай, короче, нападем и всех расхерачим, чтобы документы там какие-то надыбать и все такое. Старый говорит, нет, вы зря это поступили, нам теперь мстят. И в итоге-то кому помогать? Делать-то чего, а? Да, мы направляемся. Я помогу вам, покажу вам место в горах, которое я считаю священным. Место для раздумий и для исцеления. По-моему, я там уже был. Так что за новость, капитан Монро? Итак, сэр, я уже упомянул, я обстоятельно поговорил с мэром из бюро по делам индейцам в Сен-Дени. Но, к сожалению, нефтедобывающая компания уже получила разрешение на бурение скважин на территории резервации. Я так и предполагал. И что теперь с ними будет? Я пока не могу сказать. Насколько я понял, в ближайшие месяцы они не планируют ничего делать. Мне очень жаль, сэр. Я старался как мог. Я знаю, капитан. Да, и заверяю вас, я буду и впредь делать все. Мистер Морган, у вас не найдется времени мне помочь? Я бы предпочел, чтобы определенные меры были предприняты кем-то не из племени. Да давай. Конечно, я могу помочь. Рад слышать, спасибо. Я буду ждать вас в резервации. Приходите, когда сможете. Уделите мне хотя бы пару часов своего времени. Там опять надо будет полгорода убить, насколько я помню. Там, по-моему, замес солдаты с солдатами. Джентльмены, не буду больше отнимать у вас время. До скорой встречи. До скорой. Спасибо, капитан. Приятного путешествия. А что, мы типа далеко собрались? Нам в эту сторону. Хочу нарвать кое-каких трав для вас. Угу. Будем от тубика лечиться, подорожненько. Бля, вот индейцы, да, шарят, что собирать. Видите волков? Нас окружает жесткость и красота. Но часто мы ничего не видим, кроме собственных обид. Вот что я пытаюсь толковать с сыном. Хорошо, не надо было причинять им вред. Нас волки не тронули. Хотя мы очень медленно ехали. Мы можем поговорить, мистер Морган, но если не хотите, не будем. Не, можете просто наслаждаться видом, если вам нужно подумать. Ой, да давай. Итак, мне не очень хорошо знакомы, но... Я хотел бы поговорить о вашем сыне. Я был с ними, когда они пошли красть лошадей, и... Вы знаете, что Дач за человек? Немного, по большей части от вашего друга Чарльза. Я не знаю, почему Дач решил ввязаться в ваши дела. И, извините, прервемся на секунду. Это подождет. Немного травы, которые мне нужны. Травы, короче, растут здесь. Ладно, пускай собирай. Я думаю, тут мое участие не нужно. Он же там это шарит, что брать-то надо. Пусть тащит. Ну, джиншень, короче, я вот такой срывал, по-моему. Красный. Бля, может на него нападут сейчас? Вот то, что я искал, тысячелистник. Так-то здесь в округе никто волков не отменял. Что ж, продолжим путь. Никто не напал, хорошо. Я не знаю, почему Дач решил ввязаться в ваши дела. Мне нелегко это говорить. Я не уверен, что он действует в интересах вашего сына. Так что же нам делать? Честно говоря, не знаю. Просто мы с Чарльзом решили, что нужно... Еще можно что-то предпринять, чтобы ситуация совсем не вышла из-под контроля. Спасибо, мистер Морган. Мне нужно будет это обдумать. Что, дела в резервации совсем плохи?
Да, конфликт с полковником Фейрворсом и его солдатами в Форт Уоллесе набирает силу. Многие из старейшин больны, а многие считают, что любой компромисс станет признанием поражения. Но мы тоже не способствовали мирному разрешению. Но я буду и дальше пытаться разрешить этот конфликт мирным путем. Доброго времени. Война ни к чему не приведет. Здорово, Вольф. Нашему народу повезло с дождем. Я вот в этом не уверен. Что мы все едем куда-то. Стойте, подождите здесь. Я хочу нарвать женьшеня. Это не вопрос, я пока лошадь почистю. Красота какая, лепота. Хорошее сочетание. Подождите, я положу их к вам в сидельную сумку. Смешайте это. Вкус у них мерзкий, но они придадут вам сил. Я думал, он что-нибудь приготовит. Давай, болезнь, Артур. Спасибо, конечно, но одними травами тут не обойдешься. Я ходил к врачу, он говорил, дела мои плохи. Скорбно это слышать. Ситуация, в которой мы оказались, я, Дача и остальные. Я не знаю, сколько мне осталось. Но у некоторых из этих еще есть шанс обрести нормальную жизнь. Просто думаю, если бы я мог с этим помочь, тогда все как будто не зря. Я думаю, вы еще многое можете сделать, мистер Морган. Он обезболивающего дал. Тогда, по сути, он просто замутил как бы травы, как бы. Я думал, он что-то там сам сварит, там замутит, чик-чик, вот на тебе пей, короче, все. Тебя сейчас отпустит хотя бы, ну, знаешь, вот в этих вот катсценах, когда он кашлять начинает. Вот, чтобы там, ну, поменьше было таких катсцен, короче, когда он кровью харкает. Нет, замутил просто обезболку. Спасибо, я и сам мог это сделать. У меня бухла гораздо больше, чем трав. Я алкоголем быстрее полечусь, чем травой, как бы. Я тут как в Ведьмаке не хочу бегать и всякую каждую, блядь, растительность собирать. Достаточно это все в магазине сделать. Но если какой замес, то можно уже тоненько бахнуть. Не, ну прикольно тут. Прорисовочка хорошая. Молодцы. Только этот падла, блядь, еле скачет вообще. И не притопить ничего. Давай, давай, мужик. Мы уже всю ночь едем. А еще же надо будет обратно возвращаться. Ну, почти на месте. Ну, слава богу. А, так подожди, я тут проезжал, только с другой стороны. Мы кругаля дали. Нет, не может быть. Че, враги сожгли родную хату? Да, пиздец Бобику. Полили домик. Да ладно, дед, я тебе другой построить. Че? Они все уничтожили. Нет, мне нужно найти Чанушу. Кто мог это сделать? Тот, кто хотел вас разозлить. Фейвардс. Полковник Фейвардс. Пожалуйста, помогите мне осмотреться. Чанунпа пропала. Конечно, а что это? Ритуальная трубка. Наверное, мы сможем выяснить, что здесь произошло. А теперь, если дунуть, фокус не получится. Как у нас Амаяка Копян завещал. Деду трубку нужна, чтобы все увидеть.
Да, ходов тут достаточно. Ну ладно. Пляшка. Дед, ты далеко-то не отходи, а то тут сейчас какой Мишка тебя задерет. Виски, ублюдки устроили тут настоящую попойку. Да тоже мне попойка, один пузырь на всю банду. Обитель покоя. Вон еще. Тоже бухло, что ли? Ощущение, что они ходили просто с лукошка и пузыри вот так сеяли просто по всей делянке. Я не вижу этому конца. Там где-то что-то нашел. Надо ближе к нему. Дед, ты где? Я кое-что нашел. Чего ты? Девственность свою? Или пенсия? Изучите подсказку рядом с падающим дождем. Если они это выпили, то не могли далеко уйти. Ага. Чанумпы пока что не видно. Дед, ты чё? Чанумпы перепил, что ли? Ну и чё? А, еще ищем, короче. Это понятно. Ну и чё, я зря бежал, что ли, туда? Иди, говорит, посмотри, как я бутылку старую нашел. Ну, ништяк. Трубка? Нет, это бревна просто. Я думаю, в этой окрестности вообще этой чанумпы нету. Вот эти бревна они использовали в качестве растопки. Че там этот старый пес куда ушел-то? А, вон. Ну и чё? Скорее, мистер Морган, внизу кто-то есть. Совсем внизу? Вот там внизу? У вас есть бинокль? Да не вопрос. На, держи. Надо к нему прям подойти. Давай вот с этой точки. Ну надо туда, вот, вниз идти. Что, я посмотрел уже. О, вот они где, эти бравые люди. Подчиненные полковника Фейворса. Наверное, именно они это сделали. Вас удивляет, что это произошло? Нет, конечно, но я надеялся, что это уже все в прошлом. У вас земля, которая им нужна, земля, где есть нефть. Они согнали нас сюда, забрали все, что было. Я сам подписывал 3 договора, и каждый из них они нарушили. Да ладно, старый, не ори. А сейчас лишили нас последнее, там, что-то там. Все забрали, короче. Теперь мой народ потребует начать войну. Какой народ там, блин, 1,5 землекопа и бабки одни. Народ у меня говорит. Если я ее верну, то нет. Вернете? Я зайду туда, заберу вашу чанумпу, и никто не узнает. Короче, дед, в общем, буйный, он говорит, мы должны объявить им войну, потому что они у нас забрали нефть, точнее землю, там, где есть нефть. Он такой, тихо, старый, не ори, я сейчас тебе твою трубку принесу. Он такой, да? Точно принесешь? Ну тогда войны не будет. Я тогда буду добрым. Ну вы же мне можете, что-то там. Пошли, короче. У меня нет денег. Мне не нужны деньги. Ну да. Он ему травки просто вот подорожника насыпал в карманы, короче. А Артур готов уже, блядь, за него поллагеря снести. За какой-то трубки сраной. По идее, такие трубки индейцы делали сами. И, по-моему, должны они это уметь делать чуть ли не с рождения. Сидит такой маленький индейец и трубочку себе вытачивает, чтобы дурибас курить. Вот, у них типа, почему бы деду новую трубку не выточить? Может, они уже нассали в нее.
А он потом будет курить и приходонных ловить. Короче говоря, нужно где-то в домике найти ту самую трубку. Ищите в лагере священные предметы. Тут постелса надо. Не буду отвлекаться на диалоги. Ничего полезного они там в себя не несут. Сейчас надо, короче, трубку мира найти. Нету. Так, ну... Давай куда-нибудь сюда. По-моему, она довольно-таки большая, как бы, и лежит почти на видном месте. Надо только узнать, где. Это все патрулируется. Так, вот она. Она вот в этом. В этой палатке. Че, ну подобрать? Да? Че он там набрал? Вернитесь к падающему дождю. Блять. Я на мужика наступил. А я думал, это тряпка какая-то. Да все, спи, мужик. Я не хотел. Я ему наступил, блять, на живот. Ладно, я удрал. Все, я сама ночь. Вы меня не видели. Он сейчас отстанет. Все. Я думал, там матрас какой-то валяется, там же не видно ни хрена. Потом обратил внимание, там чувак шел прямо этот прикол. Прямо за палаткой. Ну, под ноги же никто не смотрит. Взял, начало наступил. Сорянчик, хули. А главное, деду трубку обратно отдать и под дёру дать туда нахрен. Они же, наверное, погонятся за мной. Чанумпа это. Чанунша. Чанумпа, по-моему, называется. Но он там как-то несколько предметов в мешок складывал. Такое ощущение, что она у него складная вообще. Ну, как телескоп, нахуй. Дед совсем на тот момент еще не знал о бульбуляторе. Мр.Тостер. Яйки поди ему отдавил. Возможно. На животик его наступил. Вот. Я... Кажется, это ваш. Да. Спасибо. Мне очень жаль. Даже святыни... Это все-таки просто вещи. А вот народ, сердце. Вот что главное. Кто-нибудь пострадал? Никто не погиб. Хорошо. Хотя бы я, чтобы мой сын обладал таким же самообладанием. Мой народ в большом долгу перед вами. Но я вам дал так мало. Пожалуйста, возьмите это. Мой народ считает этот предмет священным. Трунь. Спасибо вам. Возьмите эти травы, пожалуйста. Но больше всего, я надеюсь, что вы сможете обрести внутренний покой. Так давай раскуримся, что ты, дед? Взялся. Зашибись, тащил меня к черту на куличке, чтобы, короче, я для него бульбулятор вскрысил просто. А он даже раздуться на парочку не захотел. Это нечестно. Он мне только этой, как несушеной травы дал. Не так давно я бы счел его слабым и жалким человеком. Теперь я вижу, что он мудр, осмотрителен и благоразумен. Я бы очень хотел ему помочь. Или хотя бы сделать так, чтобы Дач не толкал его сына на глупости. А, он имел Джона Марстона, имел в виду. А то кто он? Амулет из пера совы. Единственный мой. Снижает скорость расходования статуса здоровья, статуса выносливости и статуса меткого. А как-то это можно напялить на себя, нет? Ну и хрен с ним. Трунь. Так, где кобыла?
Вот это больше всего беспокоит. А, вот нихуя на. Что там делала-то? How are you, girl? How are you, говорит? Что там хавала-то? Стопудово раков ловила. Так, давай, наверное, что-нибудь сожрем, да? А то что-то меня этот северный олень утомил вообще. 10 тысяч лет мы с ним гонялись. За трубкой. Так. Я пожрал. А точнее, лошадь пожрала. Теперь давай я что-нибудь сожру. Трун. Все. Ну вот они сейчас будут гонять тудым, сюдым. Мне вообще бы в город не мешало. А лучше на почту. Баблишко заплатить. Хотя, но я могу тоже на этих заданиях там накосячить, еще на бабки встретить. Ага. На почте мне сейчас поплачивать даже нечего. Как-то и вот здесь тоже отмечено то, что меня вроде вот награда $35. А здесь живым или мертвым. Ну тут типа стопудово мне виселица грозит. А здесь типа, ну как бы по жопе надают просто. Ладно, давай к Джону. Он как раз тут недалеко. Поблизости будем выполнять задания, раз уж они тут так активно появляются. Ну, короче, этот бешеный дождь жадина оказался. Я ему трубку, а он мне какие-то бусики подарил и съебался. Жалко бульбулятор. Стопудово резной, красивый. Но хотя бы дед сразу же передумал насчет войны. Он уже хотел идти штурмом брать их. Что-то лошадь орет. Тихо, тихо, тихо. Уже все гореть, кстати, перестало. Странная хрень, короче, получается. Мужики, ну, с того лагеря, поднялись по серпантину наверх, подожгли ту палатку, набухались там, украли с этой палатки трубку и ушли обратно. Что им мешало просто взять, как бы, трубку оттуда и набухаться внизу в лагере. Ну, спалить палатку по дороге. Зачем бухать на месте преступления, я вот о чем. Либо им нужно было очень срочно залиться. Там то ли Мишка гуляет, то ли кто-то еще, вот прям отмечено. И он орет периодически. Какие люди? Здорово. МР.Тостер. Они были бухие, а логика это не про них. Да, наверное. Я не знаю. Ну, зачем, правда, бухать на месте? Может, снова устроим скачки? Я знаю, что просто раз ты меня сделал, но я долго тренировался. Может, кущелем в Калюмет? Да давай. Черт, почему бы нет? Калюмет, ну. Ну, кстати, мне по дороге. Серьезно? Сейчас, блядь, поезд мне навстречу как въебет. Докатаемся. Мы где-то с ним тут прям по пути. Назначенную миссию мне по дороге.
Так что мужик удачно подвернулся. Глядишь, может, что-нибудь и выиграть. А он там, я смотрю, подрезает потихонечку. Деловой. Блять. Я чуть не пизданулся. See? That's how you do it. Тихо, 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 тихо. Так. Вот подстава. Короче, я бы мог в них врезаться. Они типа походу стояли и ждали своего часа, эти два чувака. Ты типа в них врезаешься, и все, и твоей лошади пизда наступает, и ты улетаешь. Гонка проиграна, лошади труба, и ты еще улетел на деньги. Да ладно, что это было? Глазам своим не верю. После стольких трудов скорость вашей лошади увеличилась. Она как горный козел полезла у меня почему-то покорять вершины. Как слезть ты теперь? До свидания. А, вот оно что, ты выигрываешь скачки и у тебя лошадь докачивается, что ли? У меня типа пункт поднялся один на скорость. Неплохо. Не зря проехался. Че прекрати-то, я тебя не трогал даже. Видимо, моя лошадь его лошадь в жопу боднула немножко головой. Тот уже панику навел. Лекс ТР. Дрова. Здорово, Лев. Не буду, короче, здесь рисковать подрезать кого-нибудь. Тихо, 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 тихо. Тут камней вот таких вот очень много. Через них может лошадь ёбнуться. Вот поаккуратнее. По-моему, мы здесь, да, с этим дождем тут катались. Ай-яй-яй-яй, да тихо ты, не упади. Аккуратненько. Ебать, дорожка. Что-то Джон, короче, где-то вообще, блин, в ебеняк засел. Перещи его. А, ну да, мы же этот, как его, мы же собирались мод взрывать. Ёптить. Все, я слезаю. Ну нахер. Лошадь по автомату уже где-нибудь появится. Сейчас стопудово же мы накосячим, и нам нужно будет убегать там кого-нибудь. Убивать. Мне наверх? Ебучий, скрипучий, а что, сразу нельзя было сказать? Бля. Пизда, во попадос. Сейчас еще 10 лет подниматься на эти горы. Вот так можно попасть? Да не, он уже тут падает во все. Надеюсь, лошадь выберется. Бля, ну выберусь ли я? Здесь куда не идешь, вечно горы. Ну что, в Абхазии, блядь? Лошадка. Я ее там бросил просто на обрыве. Возле водопада, наверное, в шоке стоит. Вообще ничего не понимает. Где-то тут должен быть мост. Так, блять. У меня сейчас статы все попали. Давай что-нибудь. Бухло обычно помогает хорошо. Давай. Ром и пепси-кола. Вальяжно батл бросает. Терминатор. Ну, в принципе, я тоже так делал. Когда бухой. Так, надо вот туда куда-то, короче.
А, вон Джон на повозке стоит. Как дела? С динамитом играется. How you doing? Nervous? Артур немного на взводе, говорит. Но это продолжается уже довольно долго. В тюрьме у меня было время подумать. Feel like I И just кажется, don't я know уже не much. знаю, что за человек дальше. Ты такой не один. Этот план нашего спасения, мне кажется, что он, я не знаю, он, похоже, водит нас за нос. Ну, просто картина на лицо. Два дебила пытаются закурить возле ящика с динамитом. Шикардос вообще. Надо, чтобы третий еще сидел прямо на нем. Killing in cold blood, Дебилы. revenge. Мы все творили это зло, убивали, мстили, но ему кажется, что это доставляет удовольствие. Ему словно нравится наживать себе врагов, усиливать хаос. Да, я понимаю. Я люблю Love Датча. Dutch. He saved me a long time. Много лет назад он спас меня, но Feel like in Saint-Denis, такое ощущение, будто в Сен-Дени, когда меня арестовали. Может, я хотел, чтобы он... Мне кажется, он должен взять жену и ребенка. Ты должен взять жену и ребенка и исчезнуть. Ты можешь дать Джеку какой-то шанс. А иначе, ну, я не вижу другого выхода. what about loyalty? А как же преданность? Будь предан тому, что для тебя дорого. А что ты будешь делать? Я не пропаду. Только сделай это ради меня. Тогда я буду чувствовать себя, не знаю, хорошо, если ты понимаешь, о чем я. But Думаю, да, но послушай меня. When the time comes, Когда время придет, you gotta run and don't беги, look не back. оглядывайся. This is over. Это конец. Текайте с городу. А что сейчас? Сейчас мы поможем дальше напоследок щелкнуть армию по носу. Или по члену. Come on. Ладно, сделаем это. help me with the rest of this. Помоги мне с остальными. Просто разрушить мост? Ну да. На дрезине туда поедем. Похоже, мы наконец-то нашли свое призвание. Какое, блядь? This thing out onto the bridge. Давай отвезем это на мост. About a third of the way. Если проехать где-то треть пути, мы сможем спуститься вниз и установить заряд. Already set up the detonator. Я уже установил детонатор. Давай закончим с этим. You hear about Dutch and Cornwall? Слышал про датчик Корнелла? Да, я об этом и говорю. More enemies? Больше врагов, больше хаоса. We're about to blow up a bridge, for Christ's sake. Мы тут собираемся взорвать мост. Так, дрезину надо толкать как-то в такт, по-моему, да? Бля, что-то не очень получается. Ну, давай ты крути свои хреновины. А еще поезд навстречу нам поедет, и мы как два дебила будем убегать по мосту, который взрывается еще. Бля, ну удастся, до чего херня. Когда мы приедем уже? All right, stop. Все, хватит. Вот так хорошо. Возьмите первый ящик с динамитом. We'll need it. Э, I'll climb down there. You lower the crates. Alright. Let me know Ладно, when скажи, you're ready. когда будешь готов. До этого они вдвоем его несли. Ready when you are. Готов, жду тебя. I'm at the bottom of the Я ladder. внизу лестницы слева от тебя. To the right a bit. Немного правее. Кидай ему на рожу прям. А че не заходит? Туда нельзя типа зайти? А, вот оно что. Ну как он это будет делать? Okay, start lowering. Там веревки не было. All right, take it slow. That's not something we want to drop. That's it. Nearly there. Okay, good. Откуда-то веревка зловещая появилась. Вот и славно, давай второй, короче. Давай. Сейчас я пока, блядь, тут с этими ящиками ложусь, в натуре поезд поедет.
Вот опять. Сейчас нету на нем веревки. А теперь веревка метров 5. Она, наверное, растет, как нос у Пиноккио, блядь. Все, надо уезжать. Спуститесь по лестнице, там поезд едет. Надо текать отсюда. Мне тут внизу нужна помощь. Так, возьми одну связку из ящика. Детонатор подключен к мосту. Нам надо соединить связки динамита с залпами. По одной на каждой опорной балке. Это вот здесь? Да. Первая. Зачем-то обошел ее. Вот это план. Надежный, блядь, как швейцарские часы. А по рельсам нельзя было это заложить? Надо именно туда, в принципе. Тут сложнее выстраивать было его. И монтировать. Ладно, мне надо подготовить тележку. Ты можешь тут все один закончить? Ага, валяй, я справлюсь. Пойдемте наверху, надеюсь, все получится. Да, не переживай. Все, это последняя связка, кстати. Артур, надо закончить поскорее. Блять, я и так тороплюсь. Ну и чё? Надо же сейчас свалить с этого моста. Люди, значит, строили, а мы сейчас тут все разъебеним. Кажется, сюда что-то едет. О, вернитесь на дрезине. Это вообще лучший план. А не взяли просто вот взять эту дрезину и бросить к чертям собачьим? Один хрен может взрывать. Поезд! Артур, быстро лезь наверх. Я уже лезу. Бросайте телегу и все равно ее расхерачь. Это для нагнетания атмосферы, я все понимаю. К тому же довольно уебищно ей управлять. Ну, сейчас как долбоёб. Доберемся до конца, до моста и спрыгнем. Ну да. Я не знаю, в какой момент конкретно надо ее прожимать. Наверное, когда он внизу. Точнее, наверху своего положения. Давай, Артусик, жми на эту палочку. Хуяк! Да, я не успею. Это какой-то, блядь, локомотив. Сапсан, нахуй, несется на нас. А мы на дрезине, как два дебила, уезжаем. Шикардос. Но я почти доехал. Зачем она ему нужна? Ее все равно сейчас сломает поездом. Нет, вот надо, блядь, доехать. Вот серьезно. Давайте, сукины дети, толкайте эту хуйню. Доберемся до конца моста и прыгнем. Зачем? Вот зачем, правда? Чтобы эту телегу потом раздолбало поездом. Они могли бы вдвоем выбежать и все. Либо остаться под мостом, раз они его сейчас взрывать не собираются. Я просто не хотел бы так умереть. Давай. Пойдем взорвем эту штуку. Правда, зачем мы сейчас этим занимались? Они могли бы спокойно подождать, пока поезд проедет под мостом. Потом вылезти, спокойно пройти и взорвать то, что им нужно взорвать. Нет, блядь, прям перед поездом нужно было ломиться на телегу, толкать ее и потом идти взрывать все. Малолетние дебилы. Используйте детонатор. Детонатор! Да, хоть посмотрим взрыв. Чё? А, взорвать. Ёп. Без меня бы мост не взорвался.
I guess old Dutch got all Рик the дальше smoking может быть horns. доволен. Это точно отвлечет их внимание. Будем надеяться. Думаешь, это отвлечет от нас внимание? МР точка Посмотрим. тостер. Да команда у тебя работает до 2. Да. Короче, мозг у них немножко того. Вау. У них головка вау просто. Ну что за пиздец? Ну серьезно. Толкать телегу. Мозг бы без меня не взорвался. В любом случае детонатор не сработает, если ты на него не нажмешь. Что к чему, зачем это нагнетание атмосферы, я не понимаю. Толкать телегу, чтобы из нее спрыгнуть потом в конце моста. Они добежали бы быстрее, чем они вот на этой дрезине, как два дебила. Вот так вот. Это труба. Ой, блядь. Tell the truth, Но если честно, sure I после всего этого я не совсем понимаю план дачи. Like I said, John, Помнишь, что я сказал, when Джон? the time comes, you Когда know. придет время, уходи. Но как же преданность? Преданность, ты был преданным. Lord, look what Я был that преданным. И вот к чему это привело. all that ever mattered Знаешь, для меня преданность была главнее всего. is all I knew. Она была всем, что я I знал. ever believed in. И все, во что я верил. Well, not anymore, John. Но больше в нее не верю, Джон. Soon, Скоро you gotta go. тебе надо будет уехать. Go. Уезжай. Don't look back. И не оглядывайся. I'll think about it. Я поразмыслил над твоими словами. Я тут много думал. Look at us. Посмотри на нас. Out here risking Мы тут our рискуем necks своей for шкурой. what, И ради чего? For an idea Ради that don't идеи, work. которая больше не работает. How you mean? You В смысле? know Ты just понимаешь, о what чем I я? mean. You got a family. У тебя семья. You need cash. You need Тебе to нужны build a деньги. life Тебе for нужно yourself. начинать жить самостоятельно. Me? Ну, типа, Джон, тебе уже 35, у тебя есть сын, ты прошел пубертат, вали нахрен с лагеря. И зарабатывай сам себе. На ипотеку бери, там, что хочешь. Только уебывай из дома. Дача у нас, как истеричка себя ведет, я скоро подохну. I need a vacation. Но мне нужен отдых. And Dutch А Дач has all the money забрал себе все деньги for safekeeping. на хранение. You know something? Знаешь что? Abigail Эбигейл thinks she might know where some думает, of that что money знает, is. где лежит часть денег. Will you tell her she better Передай be ей, sure? пусть узнает точно. And then come talk to me. Тогда пусть приходит ко мне. And we'll find out И мы just узнаем, who кому и what чему именно мы должны хранить верность. То есть, они решили то, что главарь у них банды фляжкой потек, всех убивает и так далее. И они в данный момент решили, короче, часть денег просто взять и скрысить, чтобы уехать Джону со своей семьей, а этот типа, мне все равно, говорит, похер, я сейчас. Мне жить осталось 2 понедельника. Крысы. Крысиный план. Arthur. Я не знаю, Артур. Я тоже. But I'm seeing things a lot Мы more clearly начинаем now. прозревать. I wish things would, Жаль, что все сложилось так, а не иначе. but it weren't us who changed. Но это не мы изменились. Yeah. Мост взорвали и стоят возле него, разговаривают. Я бы удирал наоборот. Хотя бы спрятались бы где-нибудь, а потом бы хорошенько об этом попиздели. Кстати, где лошадь моя? Им ингалятор нужен. На бочке. Бухло какое-то, по-моему. Ну чё, ты долго будешь кашлять? Вставай уже, вставай. Вставай, старина. У нас еще дохуя дел. Где лошадь? О, здрасте. Так, ну теперь получается что, обратно в резервацию надо ебашить.
Индейцы. Да, тут у нас. Угу. Теперь на почте можно откупиться. Это мы сделаем по дороге в Сен-Дени. Вот сюда. Сейчас вот тут миссию с этими, с вояками сделаем. Там тоже нужно будет человек 50 завалить. Потом будем ехать откупаться, закупаться. И проходить миссию за Сэнди. По-моему, там с ней надо будет куда-то поехать и расстрелять законников, по-моему. Там тоже будет это, снайперка и всех дел. По идее, до финала, по-моему, осталось что-то вот буквально считанные миссии какие-то. Ну, типа штук 5 навскидку. Потом эпилог еще. Вопите. Ебать, они просто шмалят как звери, бля. Они дубасят и дубасят. Вон там вообще сколько дыма идет. Ладно, идем. Ну и чего? Капитан Монро. Здравствуйте. Вот и я, как и обещал. Капитан Монро. Ну, разумеется. Вождь пошел искать лекарства. Это запутанное дело. Да. Мне казалось, что все это уже позади нас. Да, по большей части. Похоже, полковник Фейворс нарушили какое-то обещание, которого никогда не давали. Похоже, что мне решил наказать, удерживая, которое прислало федеральное агентство. Я был назначен проконтролировать ход вакцинации. А теперь мне говорят, что повозку направили куда-то в другое место. Зачем он так сделал, если честно, то я не знаю. Говорят, что на войне он себя никак особенно не проявил. Возможно, он пытается начать еще одну. Как вы думаете? Я пытаюсь выяснить, так ли это. И он знает, что я с этим занимаюсь. Провоцировать меня ему было бы почти так же приятно, как и этих бедняк. То есть, несмотря на то, что я считаю его ослом, и он это знает. Так что нам придется работать с тем, что есть, и поступить лучшим образом. Это вы называете лучшим? Когда дети умирают от болезни? Нет. Это ужасно. Где эта повозка? Где ее можно найти? Я могу вам показать. Она должна была поехать в Вапити через Валентайн, но вместо этого ее отправили на юг. Ну же, капитан Монро. Мистер Морган, нам нужно действовать с величайшей осторожностью. О, непременно. Так оно и будет. А теперь идемте. Короче, если я правильно понял, вояки, короче говоря, отправили индейцам какую-то поддержку в виде медикаментов. И эту посылку, точнее, повозку, короче, угнали вот так вот. Тоже вояки, но только которые под капитаном Фейворсом там ходят, короче, как-то так. Я знаю место, и знаю, где его можно перехватить. Ведите нас, капитан. Давай. Вперед, вперед, гаджет ноги. А этот полковник Фейворс, он знает, что вы помогаете этим людям? Да и нет, он знает, что я прибыл сюда, чтобы оставить отчет о положении дел. Меня отправили сюда с севера, когда власти узнали беспорядков в этом краю. Мне кажется, что мое присутствие может все испортить. Вы о чем? Я боюсь, что он предпринимает эти действия, чтобы защитить себя. Если он спровоцирует новые нападения, то сможет оправдать более энергичные меры по обороне. Такие как уничтожение того святилища, да, и конфискация их лошадей. Я не знаю, лично ли он об этом распорядился или нет. Это другая проблема. Настроение в его полку он насквозь прогнил. Ну ладно, покажите мне, где искать эту повозку, я добуду для вас лекарства. Короче, там у этого, у полковника тоже какие-то бандитские замашки. Нельзя допустить, говорит, новых конфликтов. Я все еще надеюсь, что удастся организовать встречу между падающим дождем и полковником Фейворсом.
Понимаю, значит, мне нужно оставить повозку в резервации. Нет, но вам нужно тут конфисковать вакцину. Если вы украдете их армейскую повозку, то это станет только хуже. Ладно. Знаете, у Фейверса много недостатков, но я не думаю, что он бессердечный. Он скорее неуверенный в себе человек, чья карьера близится к концу. Человек, который цепляется за то, чего больше нет. Но во время войны он сражался на стороне северян, и его послужной список нельзя было... Неудачник часто что-то там. Ладно. Его там качество военные описывают. На куканем полковника сейчас, точнее обуем их просто. Так, вот место, которое я имел в виду. Здесь на вершине хорошая точка наблюдения. Сейчас мы их на вакцинку-то обудем. И все. Индейцы будут довольны. Но мне кажется, просто так никто это не отдаст. Здесь спешимся и оставим лошадей. Давай. С этого уступа хорошо видна дорога. Так они тут всей ватагой сейчас будут идти. Повозка должна проехать здесь. Ладно? Вы хороший человек, мистер Морган, но я боюсь, что это дурацкая затея. Ну, во-первых, я далеко не хороший человек. А во-вторых, я обожаю дурацкие затеи. Как скажете, в таком случае, я вижу, что мы с вами хорошо подружимся. Могу я кое-что спросить? Ну, разумеется. Почему вы просто не сообщите начальству в Вашингтоне о том, какой идет полковник Фейверс? Это избавило бы вас от многих хлопот. К сожалению, правительство работает не совсем так. Как скажете. Кажется, вот это самая повозка. Прекрасно, можете убираться отсюда. Только не забывайте, все должно быть чисто, понимаете? Не волнуйтесь, таких чистых, как я, еще нету. Только и делаю, что подчищаю. Ну, удачи. Увидимся в резервации. Не дайте себя убить, мистер Морган. Ну, это я обещать не могу. Заберите лекарства с повозки с припасами. Интересно, каким образом? Как-то ее надо, блин, остановить. Ну-ка, давай так. Хотите, чтобы вас пристрелили? Ну все, стрелять, ублюдка. Ну, немного я в него попал. Я видел. Карма минус. Еще. Ищите лекарства. Ну, я не знаю, как просто ее это остановить. Идей других у меня не было. Че, надо залезть на нее? Или всю повозку им притащить? Как залезть туда? Бля, надо было, наверное, ехать просто и прям туда запрыгнуть. Давай попробуем загрузиться. Это как-то не нравится. Остановите, говорит, повозку. Угрожаешь им, они стрелять начинают. Их убиваешь в ответ, карма минус. Они все дохлые, а лекарства так и не взять. Причем им не вся повозка нужна, им нужно только один ящик.
Да, по логике вещей надо просто на лошади это все дело догнать и перепрыгнуть. Лошади туда, в повозку. Думаю, так. Ладно, сейчас попробуем не шуметь. Как до них добраться? Давай отмечаем этого ублюдка. Yeah. Сейчас я попробую все это дело скипывать, всякие диалоги, там, заставочки. Побыстрее, чтобы было. Да. Hello. Here I am, as promised. Our life here should be better. It could be if Угу. people cared. Тут же говно лежит под ногами, а тут дети болеют. Потом, почему же дети болеют? It's quite a business. Yes. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Перехватить повозку, но типа никого нет. Не убивай. Up here helping these people? Yes? Вот так, вот как ее только остановить? Ну, давай я сейчас попробую, короче, в саму карету прям запрыгнуть. After all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions. Главное, этот to мульдин protect тоже himself. вообще никак не помогает. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. Я думаю, сейчас мы на место доедем. Надо будет самостоятельно сохраниться, на тот случай, если опять не получится. I'm still hoping a meeting can be arranged between Хотя бы Wayne's оттуда Hall and загрузиться, Colonel Babers. чтобы не пердолить тут Understand. за 10 километров. Drop the wagon back at the reservation. Oh, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. Угу. Babers has many flaws, but I don't believe Да, he's повозку он down. говорит, то, что воровать нельзя. Man at the end of his career Надо только вот ящичек went этот off скрыть и something все. that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered Но. far from illustrious. A failed man Как бы is это often сделать? the most dangerous. All right, this is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Easy. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Так, вот давай. Давай вот тут сохраниться получится. Нет. The wagon should come along this way. Okay. You all right, girl? Yeah. Давай пока не будем привлекать внимание. Просто попробую проскакать рядом. Но там было, кстати, запрыгнуть на повозку. Girl. Yeah. Как мешок с говном, ёбнется. Да серьезно? Давай третий раз.
У него должно получиться как-то запрыгнуть. Блять. Лошадь в колеса попадает. Надо очень как-то на стороне держаться. О. Шлеп. Никто не заметил. И ящик с лекарствами у меня. Нормус. Вот так вот и надо его делать. Задание с это. Ну то я тут уже стрельбу устроил, тут всех положил на дороге. Карму себе попортил. А тут все по-другому. К тому же, если бы я сел, наверное, и начал уезжать на этой повозке, то, скорее всего, просто бы задание оборвали, типа, потрачено, короче. Давай-ка мы лучше по дороге поедем. Его нахер. Срезать себе дороже. Ну, по-моему, за этого мужика, ну, за вот этого вояку с индейцами еще будут какие-то задания. Так, о, наконец-то приехал. Ну и чё, кому вакцину? Там кастрюлю бросить надо, что ли? А, вот он где. Captain Monroe, Капитан Монро. I got the medicine. Это было лекарство. wonderful. Превосходно, это отличная новость, мистер Морган. Yeah, no, don't worry. Не волнуйтесь, все прошло не так плохо. It didn't go too bad. Что ж, я поверю вам на слово. Нас обоих могут повесить за такое. Пожалуй. I think I'm a little bad. Но я уже давно не боюсь виселицы, Монро. Ну пусть. Надеюсь, полковник Фейверс поверит, что его обокрали грабители, а не... Но я и грабитель, в том нет никаких сомнений. Разумеется, мне, пожалуй, пора за работу. Спасибо. Может, вы и грабитель, но вы сделали доброе дело. Возможно, нас обоих за это убьют, но поступить так было нужно. Надеюсь. Okay, my girl. Ну, поста там, в принципе, норм. Давай смотрим, что там у нас поблизости. Угу. Надо бы в город, они мне тут прямо вот в Веннесбурге пихают миссии. Сейчас почему-то почта не горит, потому что я им денег должен. Давай-ка мы все-таки почта, бабосы, потом уже сюжетка. А то так можно, не знаю, еще только через несколько часов попасть в город, но чуть раньше попасть в замес. И отсюда сейчас все кончится нахрен, да и все. Там как раз недалеко, в принципе, от города это расположено.
Как раз там и магаз, и оружейник, и все остальное. Почта. Почта, магаз, оружейник. Это единственное, что сейчас нужно. Надеюсь, я вовремя туда прискочу. Чтобы это все дело было по часам открыто. Сколько время? 7 вечера. Я не помню, до скольки тут магазы, типа, по-моему, до 9, но не факт. Сейчас бы, кстати, вот на законников бы не налететь. Они мне чуть-чуть намадрю, сейчас порезка. Тогда придется еще больше бабла заплатить просто. Ну, походу я в магаз не успеваю уже. Единственное, что можно как-то тут срезать, попробовать. Бля, ну видимость, конечно, охуительная. На дорогу выехал. Надо попробовать. Нет, тут камни пошли. Тут лучше не пытаться срезать. Можно немножко подохнуть, к тому же не видно ни хера вообще. Ничего не вижу, куда он едет. Я дороги, блять, вообще не видно нихуя. Можно с обрыва запросто улететь. Вроде более безопасно. Ну, в магаз я не успел, это по-любому. Но уже темнеет, магазины не работают. Я думал, что я чуть побыстрее доберусь. Область легендарного животного. Тут или мишки, или какие-то крокодилы. Не, ну по крокодилам местность не подходит. Какие-то бизоны, может. Но никто не нападает, и слава богу. mr.toaster. За добавкой скачешь. Да, надо бы это бухлишко прибрать. Ну, вообще всего там. Закусон тоже качается. Также один раз затариться по максимуму. До конца игры, чтобы хватило. Единственное, что патронов придется докупать. Но тут сейчас все закрыто. Хотя не, подожди, что-то вроде работает. Только хотя темнеет, но все равно вроде магаз какой-то вот этот. А, да, закрылся. Или открылся. Это значки себя странно ведут. Может, потому что я в розыске.
Ну, давай, короче, сначала к оружейнику. Hello, welcome back. Обычно врываясь. Can I help you? Okay, now let me see. Ну и все. У нас все. There are some desperate people in this town. You may Да. stock up now. О, нахер. Please, keep a lookout. Thanks, mister. Hey, try going around people. Так, где... Ну ладно, давай хотя бы на почту. Не знаю я, где магаз. По-любому должен быть здесь. Так, почта. Эй, есть кто живой? Че, уже не работает? Выплатишь штраф. И отлично. Теперь надо жратву взять. Где магаз? Наверное, в начале где-то города. Это ты, мой друг. Подожди. Таинственный спаситель. Да, все позакрывалось. В булочную я не успел. Ну давай, что там насчет спасителя хотя бы? Где он? Что там, кто про спасителя трещал? О, я тут рассказывал другу, как едва не умер, правда? Похоже, интересная история. У меня мысль, оружейник мой друг, возьми то, что хочешь, а я заплачу. Меня зовут Джекинс. Это точно. Что угодно. Да ты щедрый человек. Это очень щедро, спасибо. Пожалуйста, дружище, всего хорошего. Ну, ты мне спас из жизни, там, открыл капкан, как надо его установить. Все, пизду. Они меня тут будут хвалить, короче. До магаза, типа, всю ночь ждать. Ладно. Главное, патроны есть, а жратвой можно и потерпеть немножко. Не так-то часто он кишка блудит. Короче, давай на миссию ближайшую. Магазин у нас также? Да, не, продавец газет. Тут магаза, походу, вообще нету. Есть еще какие-то миссии? Вроде все. Ну ладно, может потом с Эндрю не доберемся. Как-нибудь. Там уж точно можно будет провианта набрать. Тихо, тихо, там Мишка. Аккуратненько. Надо немножко притопить. Потапыч сейчас догонит, цапнет за жопу. Ну, хоть круглосуточные миссии у нас круглосуточно, точнее, блин, сюжетные миссии круглосуточно работают. Не надо типа до утра подождать, чтобы миссии начать. В GTA эта тема висела.
Резко так, скорость снизил. Всегда кто-то так тормозил. Horse, Arthur. We all gonna die and never see no promised land. No heaven on earth. No man unleashed. No real Это зачем? pure land. Трилони. Stuff does. Josiah? Зая, я Leaving again? снова Yes, уходишь? just- Да, уже ухожу. I'll see you soon. Я скоро вернусь. Возможно. What do you mean? В смысле? Well, Ну, на твоем месте я бы тоже исчез. Всему этому уже конец. Ну, я вернусь. Oh, you won't. Нет, не вернешься. Давай уже не притворяться. Get out of here. Убирайся. I'll miss you, Arthur. Я буду скучать по тебе, Артур. Ты мне был хорошим другом. Давай без сантиментов. Иди скорее, пока тут все тихо. Go, my blessing. Даю тебе на это свое благословение. Спасибо, Артур. Че, и все, вся миссия? Ну, вряд ли. Found a friend looking for you. Тебя искал твой друг, мистер Морган. Sir, Добрый день. На курах, старый. Как самочувствие? Получше? Надеюсь, что I так. help you. Чем могу помочь? Мне жаль, что снова приходится просить вас, но мне кажется, я добился успеха на мирных переговорах. Have? В самом деле, думаю, что да. Полковник Фейвер согласился встретиться со мной, чтобы обсудить и попытаться устранить наши взаимные претензии. Да, я уже сбился со счета в попытках посчитать, сколько он меня обманывал. Но, быть может, на этот раз. Наверное, он хочет мира. Зачем ему еще больше унижать нас? We got words for this. У нас есть слова для таких, как он, но они неприличные. Может, вы выполните мою последнюю просьбу? Моим людям запрещено носить оружие. Значит, вы хотите, чтобы мы постреляли? Да, там будет много скучных разговоров и церемоний. Но мне кажется, если со мной будут не только люди из племени, у них будет меньше возможностей солгать или что похуже. Will you, Arthur? Поможешь, Артур? Да давай ты уже. Это меня не касается, брат. Я знаю, но касается меня. Do it for me? Знаешь, сделаешь это ради меня? Чарльз, Saved your life. я спас тебе жизнь. Do it for me. Сделай это ради меня. Sure. Ладно, пошли. You owe this Ну, как я man. с ней на все You согласен. should have him do your Пусть он проведет за вас переговоры. Что-то я не помню, чтобы он мне жизнь спасал, ну ладно. Я помню, что он что-то делает. Блядь, как ты подходишь, лошадь вечно сорет. Сорет и сорет просто. This way. Без остановки. I also have some men meeting me there. Давай-ка мы ее покормим, да, пока есть возможность. Угу. Стоит нас два. Be able to help. Следуйте за падающим дождем. Both of you. You have already done so much. По дороге лошадь кормить уже не выйдет. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. В последнее время часто натыкаюсь на армейки. Жаль, что мы выпустили ситуацию из-под контроля. Дальше не нужно было вмешиваться. Мой сын сам принимает решения, иногда во вред себе. I just hope Я просто надеюсь, что смогу договориться с полковником Фейворсом. Я не прошу о многом. but when our people are Но когда наш народ страдает от голода и болезни, и мы узнаем, что лекарства и правительство сознательно удерживают, withheld, how can we not view that как мы as можем не something считать это своим личным делом, when they destroy our когда они sacred уничтожают наши sites? святыни? How can I convince Как мне you убедить blind Парящего Орла that и всех they остальных, should fight back? что они не должны сопротивляться? That's part of the reason Может, they're doing именно this. поэтому они так и Because поступают. they want you to fight. Потому что хотят, чтобы вы что-то там. Чтобы они могли сказать, видите, как ведут себя эти дикари. Возможно, Артур, спасибо тебе за то, что помогли капитану Монро Vaccines. добыть вакцины. He will be at the meeting. Он будет на встрече один, как обстоят дела на самом деле. I still have hope. Я все еще надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению. Все, уже доехали, что ли? Рановато.
Этих. Чему это показали? Ну, видимо, нужно было срочно показать крутые кадры лошадей. Мы прибыли. Впереди мои люди. Привет. Да, тут из Кейла Кота. Эти люди наши друзья. Поехали дальше. Сюда. Короче, пиздобратью сейчас всю индийскую соберем. Потом поедем с военными на переговоры. Это лагерек какой-то знакомый. Не по этому лагерю ходил. За 5 тонн диалогов надо прочитать будет за всех персонажей сразу же. Че, старый, да, садится на стул, короче, а мы как две шестерки стоим. Полковник Фейверс, капитан Монро. Мы пришли с миром. И снова здравствуйте. А эти двое кто? Они друзья моего народа. Интересные у вас друзья? Да, и они никому не причинят вреда. Надеюсь. Послушайте, мистер... вождь. Да, мистер, я не могу обращаться по этому нелепому титулу. По-английски меня зовут Падающий Дождь. Да, конечно. Слушайте, мы тут все американцы, и мы все хотим решить эту проблему. Но если честно, я ничего не понимаю. Ваши люди, по-моему, просто-напросто преступники. Нарушают каждый заключенный нами мирный договор и мешают всем жить. Я горжусь тем, что являюсь джентльменом. Но всему есть предел. У вас все нормально? Кто-нибудь? Джексон, уведи его. На чем я остановился? На том, что вы, джентльмен... Вы шутите, сэр. Сюда, приятель. Капитан Монро, я спросил, вы шутите? Нет, сэр, не шучу. Какой у тебя кашель? Ага. Жди здесь. Я принесу воды, все в порядке. Спасибо. Короче, взял весь диалог, просрал. В палаточке отсиделся. Ты же знаешь, что он отдаст Монро под трибунал, или хотя бы попытается это сделать. Он его опозорит. Монро, он хоть из Вестпойнта, но, похоже, человек неплохой. А что с ним такое? Ты же знаешь Фейверса, он просто считает, что так надо. Потому что он думает, что Монро чей-то агент или шпион. Он убежден, что Монро как-то связан с похищением вакцин. Прокашлял весь базар. Ну да, но он, видишь, что-то подслушивает тут, как мышь. И думает, что Монро заставит его пойти на уступки индейцам. Поэтому он хочет устранить Монро. Каким образом? Фейверс хочет, чтобы его судили за измену и повесили. Какое Фейверсу дело до индейцев? Он никогда никому не уступает, сделать себе на этом карьеру. Ты знаешь, что про него говорят? Фейверс, который дал стрекача. Человек, опоздавший к чему-то там. Бедный Монро, он мне даже нравился. Понимаю. Но все равно, какой бы он ни был, ваши люди нарушили договор. Этот договор аннулирован. А мне поручено заключить новый договор. Он лучше? Да, пошли. Вперед. Земля, которую вы сейчас занимаете, принадлежит правительству Соединенных Штатов. Почему это так сложно понять, сэр? Всего доброго, полковник Фейверс. Встреча оказалась на редкость непродуктивной. Чарльз, полковник, я боюсь, что требования федерального правительства были вполне... Властям нужен мир для них. И они считают, что договор никто не нарушал. Ах, вот как, сэр. А нужен ли властям офицер, публично проявляющий неповиновение? Это что же, часть правительственного плана? Вы оскорбляете меня, вы оскорбляете полк. Арестуйте этого человека за неповиновение.
За невыполнение приказа, за измену. Вы в своем уме? Это вы украли вакцину. Вы сорвали переговоры. Опа, Степа. Отпустите его. Это же ни в коем случае, капитан Монро, пойдемте. Я бы на том месте захлопнул пасть, амиго. Я не хочу убивать этого человека, но придется. Сейчас, по лошадям, надо выезжать. Что-то я как-то криво иду. Ах ты, сукин сын. Все, и текаем. По съебам. Короче, доброго полковника, который индейцам помогал, мы его спасли. Ну, за нами теперь погоня. Бля, чуть в дерево не въехал. Сука, опять Талибан на скаку. Твою мать. Все, их все за меня уже завалили. Защищайте капитана. Так, лошадь, отойди. Есть тут кто? Они вон там даже воюют. Бля, далековато я что-то встал. Первый чувак за миссией. Бля, да они со всех сторон тут прут. А чё пистолетик-то один вообще? Что за дела? Ну да. Так-то нам вообще, да блять. Ну прикольно, он в ёбло стреляет, когда близко. Все, я хоть чем-то починился. Ебать, тут народу приехало. Сейчас мне, блядь, за всех, да, отомстят. Весь пол, блядь, сюда притащили. Ты ему в жопу нахвалял патронов, нахуй, он обратно встает, чтобы просто взять и пробежаться немного. И еще подстрелять в тебя. Кто-то вот так вот укладывается просто с первой попытки. Тапочку сбили. Печалька. Последний? А куда там нахуй? Они тут походу, блядь, медом намазаны. Они всей толпой туда бегут и падают прям в этот, в общак, друг на друга. Нахуй ты в него попадешь? Ну, просто они тут друг на друга вообще падали. Че, все? Садитесь на лошадь. Патроны заканчиваются. Нам лучше не останавливаться, запрыгивайте, говорит капитан. Они не сдаются.
Ну, нормас. I think we're finally in the Кажется, clear. погони нет. Все живы? Everybody okay? Not really. Сложно сказать. What do we do now? Что будем делать дальше? You get out of here. Вам надо уезжать как можно быстрее. Мы доставим вас на станцию. Can't believe that just До сих happened. пор не могу поверить. I've been an army man. Я же всю my whole жизнь служил в армии. I heard them. Я подслушал их разговоры. Вас собрались повесить за предательство. Вы не должны погибать из-за этих дураков. А вождь? We'll do what we can. Мы сделаем все, что в наших силах. Наверное. Guess I won't be submitting. Рапорт я подать не смогу. I wouldn't think so. Да, пожалуйста. Ну, короче говоря, Монро-то мы спасем, мы его сейчас на поезд зарядим, да и как бы до свидульки. А вот за индейцев, по-моему, еще миссии будут. Че, садитесь на лошадь, смысл? Hey there, girl. Мы не доехали? 2 метра? Да. Будто оттуда нельзя было сюда дойти. Get out of here, Captain Monroe. Поезжайте, капитан Монро. Mr. Monroe. Поезд теперь уже просто мистер Монро. About your Жаль, что в вашей карьере пришел конец. Держите. И тебе денег, да, даст? Here's some money. Немного денег. You take it and get out of here. Берите и уезжайте отсюда. Начните новую жизнь в другом месте. Here, Tahiti's nice. Говорят, на Таити хорошо. Jump on a train to San Садитесь на Diego, поезд jump on до a boat. Сен-Дени, а дальше на корабль. Только на Гуарму не суйтесь. Куда? Неважно. А на Таити как будто там ничего такого нету. Увидимся в лагере. Mr. Morgan, Мистер Морган, you okay? как ваше самочувствие? Never better. Лучше не бывает. Что вы тут делаете? Я направляюсь в Мексику. Меня наконец отправили с миссией. Брат Доркинс умирает от зависти. What's wrong? Что случилось? I'm Я dying, sister. умираю, сестра. Okay. Вот как? TB. Да, у меня туберкулез. I got it. Заразился, Beating a man когда избивал человека до смерти. for a few bucks. За несколько долларов. I've lived a bad Я прожил плохую жизнь, сестра. We've all lived Мы все bad прожили lives, плохую жизнь, Mr. мистер Морган. We all sin. Мы все грешим. But I know you. Но я вас знаю. You don't know me. Не знаете вы меня. Forgive me. Простите меня, но That's the problem. в этом и You проблема. don't know you. Вы не знаете себя. What do you mean? Это как понимать. I don't know, but Да как хотите. whenever we happen При to каждой meet нашей you, встрече you're вы always всегда helping улыбаетесь и помогаете людям. Как дурачок. Had a son. У меня был сын. He passed away. Он умер. Had a girl who loved Была me. девушка, которая меня любила. Я растоптал эту My любовь. mama died when I was Мама a умерла, kid. когда я был еще ребенком. My daddy, Отец, well, I watched him он die. умер у меня на глазах. That weren't soon enough. Я был этому страшно рад. My husband died. a Мой long муж умер time много ago. лет назад. Life is full of Жизнь полна боли. but there is also love. Но есть в ней также любовь и красота. What am I gonna do Что мне now? теперь делать? Be grateful that Будьте for the благодарны за first то, что time впервые you see your life вы ясно видите свою жизнь. Sure. Ну да. Может, вам стоит помочь кому-нибудь? Помощь ближнему всегда приносит счастье. Но I still don't я до сих пор believe. ни во что не верю. Often, neither do Я I. и сама верю не всегда. But then, Но I потом я meet встречаю someone like как you. кого-то такого, как вы, и все становится на свои места. You're too smart for me, Вы sister. слишком умны для меня, сестра. I guess Наверное, I'm afraid. я просто боюсь. There is Вам нечего бояться, мистер to be Морган. afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love Допустите exists мысль, что любовь and do a loving существует, act. и пусть она диктует ваши поступки по вагону. Я только сейчас задумался, если он заразился туберкулезом какого-то мужика, то по идее у него туберкулез открытой формы, если я не ошибаюсь. И он тоже может быть заразным.
А сестра говорит, иди, делай хорошие дела, продолжай заражать людей. Будь опасным для общества. I know you Я, will. я знаю, что вы попытаетесь. Goodbye, goodbye, Прощайте, мистер Морган. Goodbye. Sister? До свидульки. Давай будет, надо что-то пожрать. Чё ты? Садись на лошадь, которая срет вечно. Ну давай так вот сожрем просто. Все по максимуму. Бам-бам-бам. Давай-ка, наверное, мы сохранимся. Давненько не было. Пока все в порядке. На этот слот. Так, смотрим, куда дальше. Угу. Ну вот здесь у нас мужик, который предлагал порыбачить. Угу. Хэмиш Синклер. Ну, с ним, по-моему, просто рыбалка и все. Но нам желательно в Сен-Дени приехать, там закупиться. Мясник, магазин. Вот. А потом уже поедем к этой бабенце. Будем там всячески проходить сюжетную миссию. А так, в принципе, все, пока карта чистая. Снова пилить оттуда далековато. Подожди. Лошади не кормлены. Серьезно, он извинился, потому что не покормила? mr.toaster. Сюжет все, что ли? Ну, почти, да. Заканчивается. По крайней мере, близко к тому. Ну, там еще какая-то вот фишка будет, то, что они говорили насчет денег, типа, надо узнать жене Джона, где они ныкают общак, и типа частично его спиздить. С законниками какую-то херню решить. Ну, так еще. Точно не могу сказать. Ну, близко к тому. Тут какие-то несколько считанных миссий, которые, возможно, одна в другую даже будет перетекать, что-то в этом роде. Главная карма максимальная, так что лошадь жила, и это говорит о том, что концовка будет положительная. А зачем ему бабки? Ну, Артуру уже незачем. Бабки нужны Джону и его тёлке с сыном. А чтобы они съебались от банды, и у них были какие-то бабки на пропитание. Ну, там, допустим, какой-нибудь домик свой открыть, там еще что-то, купить домик свой, там, типа, может быть, ферму построить. Ну, типа того, короче, Артур ему хочет бабла подогнать из общака. Но дело в том, что их же потом тоже будет вычислять как крысюк. Об этом они, естественно, не подумали. Как бы у банды спиздить бабки, у банды бандитов. Естественно, бандиты вас будут потом искать. Ладно, Артуру-то похуй, он сдохнет, да и все, но Джон, семья остаются под угрозой. Как-то так. Ну, это потом все объяснится. Сейчас, в принципе, сюжетка будет галопом в основном лететь, как бы. Все довольно-таки быстро будет происходить.
Уже там побочных миссий практически, по-моему, уже не будет. Сейчас в основном вот какие-то такие сюжетные. Только сколько их, хер его знает. Брать не буду, может 15, а может и 5 всего. Не знаю. mr.тост. Ну тут ребята вообще все умом не блещут. Ну да. Дач пытается постоянно... Он уже в Нью-Йорк уже собрался, Дач. Мика, скорее всего, стукачонок. Законники нападают. На всех. За нами охотятся. Ну и плюс еще Джон, который должен съебаться с баблом. Но так, чтобы все не заметили. Вот они почему мозг взрывали? Чтобы законников отвлечь от какого-то... Ну, и пойти на какое-то, короче, козырное дело. Прожиться баблом и в Нью-Йорк съебаться всем вместе. Это вот такой якобы план Дачи. Но они с Микой что-то за спиной у Артура мутят, сами ему не говорят. Значит, что-то задумали не то. Ну, тут крыса на крысе, и крысой, по-моему, погоняет так-то. О. Здорово, ёпта, давай пожрем что-нибудь. Провиант, ход за лошадью, да, давай. Кстати, вот здесь тоже можно было и боеприпасы купить. Сметаем все с полок, как в 90-х. Только это, не трогай это на Новый год, короче. Ну, лошади довольно-таки экономно, кстати, овощи жрет. Ладно, я это оставлю на всякий случай, чтобы потом просто за животными не охотиться. Потом, если что, просто разбить лагерь и спокойненько пожрать. Ну, приготовить там. А сырое мясо, пускай оно будет сырым. Так, бухлишка. Тоже не трогай это на Новый год, вся хурма. И все, да? Тоник для волос. Лекарство, кстати. Помада для волос, спасибо, не надо. Рона я покупал недавно. А, ну да, там, блять. Ну, буквально 2-3 перестрелки, и у тебя... У тебя уже половина патронов. Живые сверчки. Когда я успел их израсходовать, хрен знает. Кофеварка. Оружейное масло. Кинопридиры. Ложись утром на работу в первую смену. Я теперь не бухаю. Молодец. Давно пора. Мне вот на работу вообще в январе. Так что мне похуй. Я еще, наверное, сегодня буду в GameCube эмулятор резаться до утра. Хотя я не знаю. Планов особо никаких. Я, блядь, сплю до часу. Ложусь где-то в 5-7 утра. Как-то так. Так, и чё? Миссия. У нас же больше никаких нету. Ну вот, кроме мужика с рыбалкой. Ну, я думаю, что там просто рыбалка и ничего более того. Кинопридиры. Давно поры согласен мною за год. Много чего. Загук. А что такое загук? Кинопридиры. Загон. Загонок. По поводу алкоголя?
Что на баре делает? Тут и дальше, короче, вся пизда, братья. Ладно, идем. Куда? На ха-ха зарегался, оставил резюме с огня, и Миил пришел от Зеппелин, приглашает поболтать. Кинопредира. Спасеньки. Так. Зарегался, оставил резюме. Сегодня... e-mail пришел от Цепелин. Приглашает поболтать. Так-то, чё бы нет-то? Ну, ты имеешь в виду Гоковский, да, Цепелин? Рудорский Цепелин, который... Кинопредира, загоны по синьке. Я понял, что загоны по синьке. Так вот. mr.тостер. Да. Тостер понял. Чтобы загонов по синьке не было, надо меньше пить. Иначе это все становится замкнутым кругом. Тостер. Наш. Иначе это все становится замкнутым кругом. Ты пьешь, начинаешь депрессовать. Депрессуешь от того, что ты пьешь. И так вот все по кругу. Меньше пить, и тогда меньше депрессантов будет. Сегодня чудесный день, Артур. Сегодня состоится казнь Кольма О'Дрискола. Вот как. Либо его повесят, либо я его застрелю. О, непременно повесят. Кинопредира. Давно пора. Я закодировался. Я в курсе, ты же говорил, что тебя собираются там кодировать и все такое. Поздравляю еще. Дай бог, что если поможет. Этот парень стал перевиселиться не раз. Пока шея у него не хрустнет, я бы не списывал он со счетов. Я тоже. И поэтому, хотя мы все объявлены в розыск, мы лично посетим это мероприятие. Чтобы зайти на эшафот следом за ним, но мы будем надеяться, что нет. Но я, если увижу, когда подонок испустит дух, то смогу умереть счастливым человеком. Нам надо переодеться. Вот в это. И вот в это. Ментами, короче. По-моему, это ментовская одежда. Дач прямо одержим, короче. Просто вот убедиться, то, что этого Дрискола повесят. Он прям хочет, жаждет его смерти. Ему похер на банду и так далее. Вот мы вырядились. Свернем в переулок, чтобы сократить путь к месту казни. Оружие держим в кобуре, себя не разоблачаем, голову не теряем. Мисс Адлер, позволение сказать, городской наряд вам очень к лицу. Да я оденусь как царица Савская, лишь бы не увидеть, как лишь бы увидеть, как этого ублюдка вздернул. Он чуть меня не убил. Это не значит, что мне приятно ходить в этом шерстяном пальто. Насколько я помню, мистер Морган, в этой ситуации вы выпутались. А от моему мужу что-то там не повезло. Вы потеряли мужа, я потерял свою драгоценную Набель и того бедного мальчика Кирана. Все мы понесли лишения из-за Кольма. И потому мы отправим его на вечный покой. Аминь. А теперь уведите пальцы со спусковой скобы. Мы должны мыслить здраво и сохранять самообладание. Неплохо бы начать с себя, брат мой. О чем ты говоришь? Надеешься сохранить самообладание в самом деле? Ты ведь теперь не так легко его теряешь. Все эти твои сомнения и вопросы, я скучаю по старому Артуру. Мы все скучаем. Прекратите его оба. Каждому из нас есть чем заняться, и все мы примерно знаем, как именно это следует сделать. Насколько я понимаю... Именно. Ладно, мы все это сделаем. Ладно, пошли. Нам нужно добраться до места казни. По-моему, если я не ошибаюсь... Смотрите, люди обожают казни. Кольм О'Дрискол — это уже у нас бандит. Не проебись копытом. Вот. И он... Его сейчас будут вешать. Скорее всего, за него кто-то врубится. Я точно не помню. То ли надо его добивать, пока он в петле будет висеть, и эту петлю не отстрелили. То ли надо будет смотреть на противоположные дома, откуда будет стрелок мочить со снайперки. Что-то такое. Я точно не помню, что это. Да? По-моему, кто-то там будет сидеть. Эй, мы подождем. Ну вот, а теперь... Видишь вон тех двух засранцев?
Ага. The Combs boys. Это молодчик и Yes, Кольма. I think so. Да, похоже на то. What a surprise. Какой сюрприз. I'm glad we're here. Хорошо, что мы здесь. What are they pointing На at? что они показывают? I don't know. Не знаю. We gotta follow them. Надо последить за ними. Ага. Here comes Сюда кто-то идет. Stay here. Побудь тут. Don't do nothing. Ничего не делай. Короче, нам нужно, по идее, сейчас снайпера обезвредить, по-моему. Go brush that horse off. И сесть вместо него. The crowd came to see a show. Толпа собралась посмотреть на представление. Мы же не хотим, чтобы она разочаровалась. Думаю, они упустили шанс увидеть, как сдернут нашего юного Джона. Эй, ты же знаешь, что я бы этого не допустил. I guess I don't know. Похоже, я уже не знаю, что я знаю. And I guess this isn't the Я думаю, что сейчас не время оспаривать мои или твои решения. yours. Here and now. Кольма Дрискл получит свое здесь и сейчас. Is due. He's turned down there. Он свернул вон там. Давай пошустрее, чё. Let's go. Quiet. Пойдем, не шуми. Чё, куда идем-то? Наверх же надо. Ну что там, видно? Куча законников. Сколько именно? Достаточно. Что скажешь? Пол уже на крыше. Когда он начнет стрелять, нужно будет все провернуть очень быстро. Ага. Но мы не в таких передрягах бывали. Ну да. Ладно, приступим. So, Так, у них есть парень на крыше, которая выходит к виселице. find a way up there. Заберись туда по одной из веранд. Through a building, maybe. Или через здание, как получится. И сними его. Do it. И сделай это тихо. Well, obviously, I'm gonna. Ну, разумеется, я все сделаю по-тихому. Хочу, чтобы эта гнида сдохла в петле. Ну, пойдем. Monsieur? Oh, Arthur. Here's a ladder. Чё, где лестница? Бля, я тут в какой-то музей приперся вообще. Хорошо, вот тревогу не подняли. I'll go back to Mrs. Adler. Чё, где лестница? А, вот он. Славянчик не по той поднялся просто. Gallows, which way was he? Подойдите к позиции стрельба. What's this then? Gun case. Угу. Вон он там будет сидеть. Надо, я так понимаю, его подождать тут. Походу нет. Your boss is gonna swing. I promise. У меня откуда-то нож в руках оказался. Серьезно, одноглавный снайпер. Welcome. There goes your escape plan. Подберите ружье и наблюдайте за повешением. Separates us from barbarism. Yet justice itself can at times be barbaric. Иногда правосудие, там что-то бла-бла-бла. Порой человек бывает столь ужасен, что во имя справедливости кара его должна быть не менее ужасна. Justly is by Я так понимаю, я должен сам его замочить. Colm Потому что вот эти вот два чувака, is они будут его освобождать пытаться. По-моему, это вообще не О'Дрискл. torture, rob, На протяжении 10 лет он убивал, пытал, грабил, похищал, насиловал и истязал жителей 5 штатов. Он злодействовал безнаказанно. today Сегодня правосудие наконец его настигнет. Конечно. Я был плохим человеком. Молчать. Эти обвинения — это не суд, где будут доказывать вашу вину. Мы собрались за тем, чтобы провести в исполнение приговор. Не вздумай дергаться. Успокойся, сынок. Повешение на шею, пока вы не умрете. Это нелегкая обязанность. И она не приносит радости.
Но мы должны ее выполнить во имя процветания нашей цивилизации. Господа, все готово. Кол Модрискл. Пусть Господь в его бесконечной мудрости сжалится над вашей грешной душой. Как будто вот люди, которые стоят на эшафоте, не видят то, что впереди них в толпе как бы двое людей, у одного нож возле горла, у второго пистолет вообще. Как будто никто этого вообще внимания просто не обратил. Хрусь. Теперь ты знаешь, каково это, смотреть, как умирает тот, кого ты любишь. Вы сломали мне жизнь. О, тут и бабу понесло. Двинутая сучка. Устраните парней от Дрискала. Это они. Кстати, тут достаточно было народу, так. Тут не только эти двое. Что еще? МР.тост. При развлекухих людей были на казни ходить смотреть. Да. Это вместо кинотеатра, блядь. Нахуй Диснейленда. Посмотрим, как казнят. Давай этого добьем. На всякий. Вдруг он живой. Такое же тоже может быть. То, что человека повесили, а он жив. Вообще фишка повешения там же была в том, то, что не удушить человека, а именно, чтобы у него шея сломалась, поэтому он резко падал вниз. Все, Барсик. Дело сделал. По-моему, голова закончилась. Не знаю. Как все прошло, Артур? Ну, мы посмотрели, как этот мерзавец дергается, но вся эта затея никак нам не поможет. Но одной проблемы у нас будет меньше. В конечном счете, по сравнению со всем правительством, Коль Модрискл оказался не таким уж и страшным. Тебе пришло письмо. Вот как? Она от той женщины, Мэри. Мэри? Она того не стоит, Артур. А кого стоит? А кто стоит? Чеку, что ли, блядь, от гранаты прислала? Ты так и не пришел. Теперь, просматривая газеты, я понимаю, почему. Полагаю, что ты не получишь это письмо, но я, тем не менее, должна его отправить. Артур. Ох, Артур. Я уже вознеслась в своих глупеньких мечтах. Я скучаю по тебе и всегда буду скучать, но такая жизнь не по мне. А ты, кажется, по-другому жить не можешь. Когда я с тобой, мир становится мне понятен. Но когда мы в разлуке, я ясно вижу, что твой мир не тот, из которого можно выбраться. Мне так жаль за все, что произошло давным-давно. И за то, что я снова вернулась к этой теме. Артур, внутри тебя есть хороший человек? Ну, понятно, пиздострадания всякие, но он борется с великаном. И великан побеждает снова и снова. Ты снова разбил мое сердце, а я, боюсь, разбила твое. Я никогда не прощу тебя за это, но ты должен меня отпустить. К письму я прилагаю кольцо, которое ты подарил мне много лет назад.
когда мы были молоды. Не потому, что она мне не нравится, но потому, что она слишком недорого. Потому, что она слишком сильно напоминает о тебе. Надеюсь, когда-нибудь ты встретишь человека, которому она пригодится. Ведь она столько лет заставляла меня думать о тебе. Надеюсь, что вернув его, я снова стану свободной. Просто чай. Мэри. Ясно, понятно. Так похуй вообще. И фоточку еще. По миссиям, что у нас появилось? Угу. Единственное. Которая в ебенях. Что это такое? Парящий орел. Дач убедил парящего орла выступить против военных. Заебись. Сейчас мы еще, блядь, пехоту переложим. Интересно, сколько за всю игру Артуру приходится примерно убивать людей? Я думал, около 1000 точно. Хотя, ну, плюс-минус, наверное, 500-700, наверное, за всю игру ты убиваешь. Каждую перестрелку примерно. Чё там, бегите, уйдите. Опять старый, что ли, моется-то? Так, пошел в пизду, короче. Искать там. Кстати, и там основной тоже миссия еще одна появилась. Опять за Сэнди. Сэнди, Сейди, хер его знает, как ее там зовут. Ну, тут домик этого рыбака старый. По-моему, типа ты к нему приходишь, короче, он тебя тащит на рыбалку, и вы там ловите, по-моему, какую-то просто рыбу легендарную и все. Ну, типа, как-то так. Так, простенькая побочка, короче. Ни на что не влияющая, никак не отражающая. Все равно карма максимум, так что выше головы тут уже не прыгнешь. Так что, в принципе, побочек больше не появляется, я смотрю. Так, да. Я узнаю местность, короче говоря, мы сейчас будем именно вот до хрена людей, пехотинцев обычных отстреливать. Где-то вот в этих районах. Там целый караван будет в ущелье идти, а мы будем их сверху валить. Что-то вот как-то такое будет. Постоянно мы через этот жженый вигвам проезжаем. Серьезно, я еду опять в то же место, где у нас были переговоры? Или где трубку мы пиздили? Ну, мы тут трубку пиздили, это точно. Я вот не помню, здесь ли были переговоры.
Будет странно, если... А нет, дальше эти чуваки находятся. Сама резервация в этом районе, но просто дальше. Я думал, то, что там в лагере и так накосячил, еще и по сюжетке туда за миссией решил поехать. Так, давай, наверное, чуть-чуть подрежем. Что надо? Доллар целый. Help a blind man. Here you go. Да. I tell thee, bethink yourself before taking possession of Подумайте дважды, прежде чем украсть чужую лошадь, ибо не всякое пойдет за вами покорно. Okay, then. Thank you. Спасибо. Какие премудрости, по идее, надо было бы в начале игры говорить. Хотя, по-моему, их и говорит. Да, надо бы кобылку-то свою тоже прикормить. Да и скоро срать будет нечем. Так, а давай... Нет. О, подсрезать маленько. А нам как раз вот наверх сюда надо. А вон там вся толпа стоит. Сейчас будет война. Давай-ка мы с оружием определимся. Винтовка, это хорошо. Откидной затвор. Ну ладно. Дробаш. Давай-ка мы винтовку вот эту оставим. Карабин. Да, болтовая получше будет, если что. Ну вот с этой мы попробуем пострелять отсюда. Как хорошо, что ты к нам присоединился. Что происходит? Восстание. Запах картида и принципиальности. Прекрасное сочетание. Что вы творите? Око за око. Не мы первые начали, Артур. Это они начали, мы. Это не наша война. Нет, наша. Что ты там не задумал, это плохая идея. Они хотят втянуть тебя в свою драку. Никто не погибнет. Мы просто загоним парочку в западню в долине. Обезоружим их, обваляем в дегте и напомним им, чтобы не трогали этих ребят. Значит, у тебя остались силы на такие вещи? Перестань, Артур, мы просто натянем нос дяде Сэму. Мне нужно, чтобы ты мне помог. Угу. Значит, такой план, да? Кроме того, это идеально. Люди увидят этих ребят, а нас не заметят, потому что мы скрылись. Во всем обвинят индейцев, а мы уйдем вверх по реке. То есть он хочет накосячить, чтобы индейцев поставить, что ли? Но сначала нужно поймать их в этом ущелье. Помоги мне привязать динамит к этим деревьям. То есть ты их используешь? Ну, конечно, нет. Я бы никогда. Но всем будет выгодно, если мы привлечем внимание к одной проблеме и скроем другую. Тут я смотрю, тут что-то какого-то хрена тут дач находится. Это хорошие люди, но они попали в сложную ситуацию, а мы делаем ее еще хуже. Вовсе нет. Пойдем, дело не ждет. У нас мало времени. Патруль через несколько минут будет здесь. Хорошо, побыстрее, Артур. Я заложу динамит, а ты протяни провод. Крепим. Я послал за динамитом, который вы с Биллом реквизировали в Ван Хорне. Кстати говоря, хорошо поработали. Билл прикинулся пьяницей. Идеальный кандидат на эту роль. Там солдат будет много, кстати.
Как обычно, в принципе, сейчас уже 3-4 человека, это не перестрелка. Значит, Кольма наконец повесили. Да, спустя столько лет. Трудно поверить, но ожидание стоило того. Видишь, мы обрубаем хвосты один за другим. По идее, сюжетная ветка вот с индейцами, когда закончится, то остаются только законники. И все как бы. Но законники — это финал точно. Этого должно хватить. Скорее поднимайтесь сюда. Хорошо, идем, Артур. Пошли, чё. Поторопитесь, кажется, там уже кто-то идет. Артур, сюда. Так, давай на самом деле, да, мы масочку тоже напялим. Ой, вот, тут. Так, маска на морде. Да, винтовку. Живи, Артур, все по местам. Они вот оттуда пойдут. Детонатор здесь, рядом. А, рядом со мной. Короче, я походу еще и детонатор, да, взрываю. Ну точно. Дозорный даст нам знать, когда они там окажутся. Они приближаются. Охраны больше, чем мы думали. Блять, кто бы сомневался. Не бойся, так лучше. Так, это сигнал. Они приближаются. Не высовывайтесь. Может, давай все-таки я встану за детонатор? Нет, я сам. Надо так смотреть. Будто на тебя давят все тяготы мира. Я же сказал, мы их всего лишь припугнем. Ну да, мы-то их припугнем. Вон там толпа ебашит. Вон они. И больше, чем мы ожидали. Не страшно, мы просто хотим поговорить. Прописать им дозу старого доброго унижения. Как минимум, это ты имеешь право там на что-то. Дождитесь моего сигнала, сохраняйте спокойствие, преимущество на нашей стороне. Да, блять, тараторец, сука. Они миновали первый заряд. Но детонатор вообще никого не убил. Можно обойтись без жертв. Слишком долго вы нас унижали. Это плохая идея. Опустите оружие. Вот ты совершаешь ошибку. Нет, это ты совершаешь ошибку. Руки вверх, солдат. Наступи на горло своей гордости и оставь этих людей в покое. Ты кто? Сознательный гражданин. Вот как? Они попали в засаду. Что дальше? Надо уходить. Нет, еще рано приготовиться. Солдат, ты и твои дружки собираетесь бежать? Бегите. Не понял? Мне это надоело. Ну вот и замес начался. Твой друг выстрелил первый. Так, надо по более стоячим мишеням мочить. Где они все прячутся? Кто? Это все за деревьями. А заряжает он ее долго. Ну, она валит хорошо. Че, еще сзади кто-то? Да, ёпта. Прям окружили. Ты сдохнешь, нет? Пиздец, 3 патронов только. Ах вы чертовы идиоты, это же армия. Прикуси язык, это всего лишь один полк кондитеров и забияк. Забирайте все, что можно, и уходим. Куда уходим?
Быстрее обыщите их и уходим. Грабьте солдат. Безумие, почему мы еще здесь? Ладно. Сколько человек надо обнести? Ну, хотя бы карму не снимает. После такой выходки я вашу позицию ничем не укрепишь. Ну да, логично. Не забывайте, что они сделали с нашими женщинами и нашими детьми. Нет. Нашел что-нибудь? Да. Какого-то несчастного дурачка из Нью-Джерси. Эти парни не те, кого мы ищем. Они всего лишь мальчишки. Ищи дальше. Теперь остальное подкрепление, да, пришло? Ну точно. Просто, блядь, целая армия прискакала. Он не подох? Не подох. Ну тут эта пехота-то вообще отбитая, я смотрю. Не, ну всякий. Там на холме что-то... Я не успеваю читать, что там пиздит. Там пушка, по-моему. То ли ее захватить надо, то ли просто обезвредить. До свидульки. По-моему, это последний был. Где Пейта? Черт, из форта выехали всадники, нам пора. Но где Пейта? Его убили? Живой. Но все прошло почти как мы планировали. Я пытаюсь, Артур, изо всех сил. Я буду пытаться, и ты все так же будешь. Мы снова будем все не так дальше. Посмотри на меня, посмотри на меня. Я переживаю за ребят. Я знаю, Короче, снова план говно. Надо уходить. Где парящий орел? Пизда, сейчас еще из пушек обстреливают. Шикарно. Через несколько минут здесь будет полным-полно солдат. Ходим немедленно. Ну, бля, на что они рассчитывали-то? Надо уходить, Артур, погнали. Куда остальные-то делись? Нас же там было человек 5, по-моему. Если не больше. Народу было прилично с нами. Теперь почему-то мы двое. Все остальные как-то подрассосались. Ну, мы, блядь, тупо всю армию сагрили налево в рощу. Тупо взяли всю армию, сагрили, короче. С помощью индейцев. И только левых людей убили. Давай спешимся, лошади по этой тропе не пойдут. Надо лошадь типа отпустить. Ну, допустим. Черт, видимо нет, Артур, прячься. Давай, может, сначала укроемся, потом прятаться будем. Да, он залез, он не укрылся. Вот так. Чё, где стреляют? Вижу касатика. Я, кажется, ему яйцо прострелил. Все. You dead. Причем мы тупо валим сейчас, по-моему, обычных срочников. Ну, которым тупо, блядь, по закону положено воевать. Вперед, пойдем теперь вдоль скалы. Где-то должен быть проход.
Behind us! Hold them off! Do something, Arthur! I don't know how much longer we can hold out! Put your hands Сколько тут народу, пиздец. Я хуй знает, куда иду. Но так им вроде чуть-чуть сложнее в меня попасть. This is a losing battle, Arthur! Oh, we gotta do something! I'll see you in hell! Че, мы будем куда-нибудь отступать-то или так и будем в тупую, блядь, сейчас их переебашим? Сбегите по ущелью. Ну, спасибо. Пиздец, тут бесконечное просто множество. Их слишком много, беги быстрее. Это тупик. Это... Тупик. Что ж, Артур? Руки вверх. Ой, ебать их тут. Я сказал, руки вверх. Ладно? Ладно. Делай как я. У меня есть план. Хороший план. Здравствуйте, господа. Иди сюда. Руки держи над головой. Здравствуйте, капитан. Держите руки над головой. Идите сюда. Мы не можем. Они решили вниз ёбнуться просто. Охуительный план. Вообще просто с копыт. Те, у кого они убили, были хорошими людьми. Капитан, вы боретесь с самой природой. Идите сюда. Спросите хоть у моего друга. Я всю жизнь сопротивлялся переменам. Это напрасно. Теперь я это понимаю. Это напрасно. Победить природу невозможно. Это невозможно. Нельзя победить силу тяжести. Короче, похуй. Да хуй они нас догонят. Только как бы башкой не долбануться в таком течении. Все, дальше уже выбрался. Вот так, мы почти выбрались. Ну ок. Хоть и помылись заодно. Я говорю, держу тебя. Все хорошо. Все хорошо. Ну и заварушка. Я знаю, но это то, что нам нужно. Мы только что чудом сбежали от хаоса. Скорее всего, парящего орла они поймали. Или убили. Но сейчас мы это выяснить не сможем. Нет, не сейчас. Чарльз. Мы отправим его письмо. Где он? Наверное, в лагере. Давай разделимся. Я пойду скажу ему, а ты отдыхай. А потом встретишься с ним в резервации. Мы выживем. Я уверен. Вера, Артур. Ты должен верить. Вера, надежда, коммунизм. Все понятно. Как-то символично олени показаны. Прям, блять, участники банды. Каким-то интеллектом. Кстати, создавать, готовить.
Пока костерок горит. Чё бы и нет. Мясо рептилий и амфибий. Хуя себе. Дичь готовить самое полезное в игре. Все статы сразу поднимает. Лучше на это время потратить. Так, с дичью все, да? Давай свинины нахуярим. Ну, больше, я думаю, готовить не придется. Терпение. Я думаю, мясо хрен бы с ним, а вот первосортную говядину лучше приготовить. Что там мне добавили? Заготовку. То ли зрение, то ли здоровье. По-моему, зрение. У меня было меньше. Один кусок сейчас по-любому с пылу с жару полетит в морду Артуру. Потому что у него там вообще все красное по здоровью. Так, ну все, да, почти. Почти. Дичи сколько у нас? Тоже 4 штуки. Ладно, давай. Что-то хрен знает, что-то добавляют, а что я не знаю. Мясо амфибии, да? Фигня это все. Сразу же сожрем что-нибудь. Ну, вот так вот. Все, статы по максимуму. Какая миссия ближе? В принципе, я по времени еще одну успеваю пройти. Так, с индейцами, короче, да? Ну давай тогда ветку этих индейцев и добьем, короче, сегодня. Наверное, это последнее. Лучше все-таки тут поаккуратнее проезжать. Можно хорошенько ёбнуться.
В принципе, у меня эта хрень есть еще для воскрешения лошади. Но все равно нахрен рисковать. Что-то какие-то бандиты там отдыхают. По-моему, за индийцев еще не все задания, там буквально 2. Мне кажется, будет еще. Как-то это все не должно так просто закончиться. Раз уж они эту ветку тянут. А я не этот ли мозг взрывал, который целый сейчас? Там постройка была. Нет, вроде не этот. Вот здесь, по-моему, где-то у нас, да. Вот здесь у нас золотишко прячется. Или карта к золоту. Где вот эти гейзеры. Область легендарного животного. Сраный мудоёб. Как? Я даже его, блядь, по-моему, плечом только задел. Ну, это авария, это ДТП. Надо гольцов вызывать. Сука, он неугомонный, он за мной, походу, едет. Враги слишком близко к Вайпити, не приведите их туда. Серьезно? За что мне минус карма была? Из-за этого уебана? Блять. Тупая козлина. Взял, просто врезался в этого утырка, он за тобой едет, блять, тебе минус карма, нахуй. Карма вообще. 150 долларов. Пидорас, блядь. А карму назад и не подняли. Она как бы сейчас не в худшем состоянии, но все равно. Просто за то, что то ли я кого-то долбанул или врезался в кого-то. Какая-то ебань, короче. Да слезай ты, блядь, с этой хуйни. Да. Здравствуй, Чарльз. Спасибо тебе, что пришел. Да чё там? Вождь, ему очень... Может, ты с ним поговоришь? Для того и пришел. Он у себя в палатке. Ага. Я подожду здесь. Говорит с падающим дождем. Короче, вождь у нас походу при смерти. Захворал старикан. Заходите. Мистер Морган. Я так рад, что вы пришли. Как вы? Мой сын. Мой сын глуп, но он все равно мой сын. Я немного знаком с вашим сыном. Он очень храбрый, очень рассерженный. Он это я. Как ваш отец. Он давно умер. Но за свою жизнь успел причинить нам много вреда. Мой сын, возможно, тоже желает моей смерти. Сомневаюсь.
I want peace. Мне нужен мир. I need my people. Мне нужно, чтобы мой народ мог жить, ничего не боясь. Tried to bring peace. Я всю жизнь пытался добиться мира. I love my son. Я люблю своего сына. Его повесят за измену. За измену. Он сын вождя гордого народа. How could he Как он мог commit стать treason? изменником? People who have lied Другие to люди my обманывали мой народ 100 лет или 100 больше. years or more. That's treason. Вот это измена. Ну, What should I do? что мне делать? I don't think Не there's думаю, что полковника Фейворса удастся убедить. No. And any Нет, а те chance шансы, которые у нас были, ваш друг мистер Вандерлинде has ensured relations позаботился о том, чтобы наши отношения с военными worse than окончательно any испортились. in the last 5 years. I'm sure he means Я уверен, что у него благие намерения, но он не понимает, в какое сложное дело он ввязался. А у деда накурено, пиздец. Мы с Чарльзом постараемся что-то там ввести. I ain't got much to lose, and you И терять нечего, а вам... I'm doing this. В общем, я это сделаю. Charles, where are you? Come on, let's go. Ну же, пошли. Need to get his son back. Нам нужно вернуть его сына, вот только я не знаю как. Working on that. Я уже думал об There's a этом. way. У меня есть Follow идея. me. Поехали, хуй. Я не знаю, успею я, нет? Вачка ты этого спасти. Главное, чтобы ехать было недалеко. Они пока доедут, пока попиздят. Начало миссии долго. Много времени занимает. So, I've been scouting Я тут the fort. осматривал форт. The army are patrolling all the main Солдаты roads, патрулируют bridges, все and главные out. дороги и мосты. If we can get the horses Но если across нам the удастся river, переправить лошадей через реку, то есть один путь, к которому мы сможем we подойти wait к ним until ближе. late enough. Нужно дождаться темноты. Понятно. There's a place we should be able to sneak Тут есть in одно from место, back. где можно проскочить внутрь. Ладно, как скажешь. I trust you. Я тебе доверяю. Никаких пушек, только ножи и стрелы. Start making a lot of noise. Если поднимется шум, то парня убьют раньше, чем мы до него доберемся. I left two Ладно. canoes down Я there. ниже по течению оставил 2 каноэ на всякий случай. Okay, good. Ладно, хорошо. You know, this wouldn't have Знаешь, всего этого бы не случилось, если бы не дача. Дело не в даче. We all went along with Мы it. все на это согласились. Eagle flies burn Он out. увидел, что парящий орел пылает от гнева и раздул этот конфликт. Он помогает не племени, он помогает самому себе. И ты все понял, иначе бы не пошел бы тайком к падающему дождю. Просто я все думаю, There must be a way что to должен быть save способ все уладить. pull Dutch out of the Избавить дачу от этих его мыслей. well. И, ну, в общем, лично мне падающий дождь по душе. Oh, Arthur. Rain's falling Артур, не знаю, падающий дождь оказался в сложной ситуации. And as for Dutch, I got А it. дальше надо попытаться самое малое, что я могу для него сделать. you feel that? Чувствуешь, ну, мы сейчас долго будем добираться. No, Потом нам нужно будет захватить форт. if it goes bad in there, Это длинное задание. you got more to lose. No. Come on. Перестань, даже не начинай там что там. I didn't tell you before. Я тебе еще не говорил, но Saw a doc. я ходил к доктору. Ну, короче, Артур сейчас опять хочет сознаться еще теперь этому чуваку, то что он тоже смертельно болен. Типа, мне кранты, вы меня простите. We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you were lucky. Sure don't feel like А that. где эти лодки? You still have time to make amends. Он каноэ обещал. The others, Hosea, Lenny, Sean, all them, they didn't. And what about the Calendar boys? А вон, по-моему, да, они Both стоят. killed trying to escape Blackwater? A more vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky Тебе повезло, у тебя есть шанс что-то исправить. to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Именно поэтому сейчас ты здесь. В любом случае, соберись, скоро мы будем на месте. Are you all right? В порядке? Да, вроде бы. That current's strong. Здесь сильное течение. Следуй за мной. Follow me. Черт, ты был прав насчет дождя. Damn right. Yeah.
Да, но это поможет нам туда пробраться. Sneaking in there. Да, мы сейчас долго будем пробираться. Короче, нам еще ехать. А, ну вот, прям сюда и ехать. Ну, не знаю. Падающий дождь сказал с покорником Фейрсом, мы им отомстим. Повели несколько женщин, побили стариков. Yeah. This Да, ничего хорошего ждать не приходится. There it is. Мы на месте. What are you doing? Is everything all right? Так, This should be fun. вот тут хорошо. Let's get ourselves hidden and wait till it Давай gets dark. спрячемся и подождем темноты. Over here. Сюда. All right. You ready? Yes. Keep down and follow me. Patrol group. Hopefully we'll be in and out. Надеюсь, мы отсюда уберемся до того, как они вернутся. Короче, тут по стелсу надо будет валить людей. There's 2 guards up front. Впереди 2 часовых. Возьми на себя одного, я заберусь со Nice вторым. and quiet. Действуем тихо. Давай. Okay, come on. Let's see if we can get around the back. Ладно, хрен с ним со стрелами. Careful. There's a guard up there. Осторожней, там часовой. Блять. Я думал, он там стоит где-то. All right. You ready? Yes. Keep down and follow me. Patrol group. Hopefully we'll be in and out before they can come back around. Let's deal with those 2 at the gate first. You take one. Okay, come on. Let's see if we can get around the back. Так, теперь по стенке, короче, двигаем. Careful. There's a guard up there. Ну давай, иди ты, что ты руками машешь? Что мешает ему сейчас в башку выстрелить? Да, я не попаду. Come on. Okay, come on. Wait. Slow. We got 2 more ahead. Впереди 2. One here, one up in the tower. Один внизу, второй на башне. Take one each again. Один нас берет на себя. Одного. Давай я на башне долбану. What are you doing? Okay. Окей. Come on. Around the back. This is the spot. Стрелу свою подобрал. Или одну, или 2, не знаю. Так, ну теперь мы сам форт будем штурмовать. Народу много. Guard up ahead. Have you got a shot on him? Можешь его подстрелить. Да запросто. Good. Let's move. Кстати, я из укрытия стрелял, он вполне мог меня заметить. Вон там еще один. Что ты, не видел его, что ли? Now keep moving. Он бы, наверное, предложил его резануть. Попадал. Но мы по-тихому отсюда не уйдем. Мы этот форт спалим. Another 2 ahead. Впереди еще 2. Same as before. Now, come on. Good work. Come on. Зато здоровье растет. Как на дрожжах. This way.
Да, подожди здесь, и я проверю башню. По-моему, тут где-то. Кто-то где-то впереди. Он говорит, разберешься, а у меня типа есть выбор. Давай, стреляй. Ну, Артур, чё? А, пойти самому? Давай пойти самому. This one's mine. А вообще камеры должны быть в этой стороне. Впереди тоже охранники. Поднимись на башню и постарайся отвлечь их внимание. Второй пожар, ну короче лампочку надо разбить. Так, погоди. Кто-то там наверху торчит. Угу. Сначала вот этого надо хлопнуть. Потом и лампочку. Тихо, выстрелите в фонарь. Вот в этот? Походу. Пожар рядом с арсеналом. Вся форма. А чё чувак не умер? Так, ладно, надо вниз спускаться, походу. Камеры совсем близко. Я сын вождя индейцев. Выпускайте, там горит меня. Я сын вождя индейцев. Чарльз, это вы? Найдите ключи, вы должны вытащить меня отсюда. Я смотрю на столе, а ты, Артур, обыщи тело. Да не у охранника стопудово. Есть. Дверь открываем. Нас прислал твой отец. Мой отец? Он попросил вас убить охранников? Нет, он не говорил. Что? Ну, конечно, нет. Все нормально? Конечно. Я просто обожаю пытки. Они очищают разум. Как скажешь. Я в порядке, в порядке. Вся каварелия сюда идет. Дождь, огонь. Вообще классно все видно. Так, последний, он где-то там. А тут много, кстати, народу. Я знаю, куда-то в воздух шмальнул. Вот. Ни у кого там идеи не возникло свалить отсюда.
Он подох. This is where you die! Да, в одной из стен была брешь. Вот это? Черт, наверное, брешь уже заделали. Артур, разберись с этим, хорошо? Так, разрушите стену. И чем? What about that cannon? Okay. Эй, как пушка. А, вот. Сейчас долбанем. Sounds like one of their patrols is on its way back here. We need to move fast. Причем надо по-быстренькому это сделать. Let's use this thing. Там потому что едут уже подкрепления. Все, достаточно? Sounded very close. You need to blow that wall now, Arthur. We're out of time. Приемлем. Come on. Ну и все, ну и валим. И нечего нам тут делать больше. Уезжать-то собираешься, чувачок? Ну что-то, кто там стреляет в тебя? Let's go, quick. I've got some canoes set up. Все, поебали. Я спрятал каноэ у реки. Ну да, мы сюда пешком ехали. Черт, они увязались за нами. Вот именно. Эти ребята по дороге по левой стороне, короче. Ну, уже попроще. Каноэ совсем рядом. Они уже близко, Артур, сделать что-нибудь. Задержи их, я отведу парящего орла, короче, к каноэ. А меня не нужно к каноэ-то отвезти. Люди молодые. Все, я, наверное, во вторую, да, полез? Прыгал каноэ. Да все, я сел. Нужно как можно скорее уходить по реке. Сначала мы должны увести тебя в безопасное место, как и сказал Дач. Властник есть только в том случае, если ты позволяешь им ее взять. Дач много чего говорит. Осторожно, течение. Да, тут народу еще хватает. Но, в принципе, они не успевают попасть. Если не пытаться по ним стрелять, то можно нормально удрать. Но только камушки немного подвешивают. Бля, ну почти. Чуть не захерачили меня. Еще двое слева. Бля, ну ты только сдохнуть не вздумай. Вроде все. Вроде оторвались. Идемте. Артур, все нормально? Да, с меня все как с гуся вода.
Как ты? Через пару дней приду в себя. У меня быстро заживается. Полковник Фейворс не слишком обрадуется моему освобождению. Пожалуй, нет. Да, у нас будет еще больше неприятностей. Мой отец, возможно, драться придется даже ему. Вам их не одолеть в большой битве. Может, всем вам просто сбежать? И куда мы отправимся? Не знаю. Эй, друг, я веду тебя к твоему отцу. Спасибо. Не стоит благодарности. Но я думаю, еще будет какой-то замес насчет индейской линии. Как иначе? Все этим просто так не кончится. Ладно. Как раз я уложился на одно задание. Ладно, ребят, будем заканчивать на этом стрим. Всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.